Всем привет, ребят! Мы сегодня начинаем проходить игру Сома. Я думаю, что Сома это все-таки какая-то аббревиатура. Игру это не проходил, о чем сюжет тоже не расскажу. Поэтому давай посмотрим, в чем дело. Говорят, игрушка вроде интересная, это какой-то у нас триллер а-ля Alien Isolation. По-моему, что-то в этом роде. Давай посмотрим, новая игра. Режим игры обычный. Чудовища могут вас убить. Прячьтесь от них, чтобы выжить. Такой игра задумалась с самого начала. Я так понимаю, будем прятаться от сталкеров или так далее. Давай, начать игру. Обычный так обычно. Доставать загрузочкой в виде мозга. Ями. Реальность это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Саймон, все в порядке? У тебя, кажется, идет кровь. Ничего страшного, просто из мозга все время кровь идет после аварии. Вот, возьми. Нет, это мне пригодится потом. Она зеленая. Эшли, мне нужно кое-что тебе сказать. Саймон, только не надо делать из этого... Нет, я совсем про другое. Но почему именно сейчас? Кто такой Дэвид Мунши? Почему мне никогда не хватает времени? На что? А будет диалоги потише сделать. Боже. Так, секунду. Настройки. Понеслась, да. Громкость. Угу. Отдельно, короче, я не могу потише сделать диалоги. Блин, это печалька. Давай так хотя бы. Чекайте там, если что, мало ли будет подвисать или еще что-нибудь. Можно будет изменить настройки там и так далее. Если что, пишите по звуку, по этому, какому, по воспроизведению и т.д. и т.п. Надо встать или что? Вот. Да, я не сплю. Здравствуйте, Саймон Джаред. Да, это я. Меня зовут Дэвид Мунши. Мы договаривались. Сканирование? Да, помню. У вас все в порядке? Да, стол плохой приснился. Сегодняшняя встреча в силе? Да, и поэтому я и звоню. Хотел вам напомнить, что вы выпили маркер, как снимки получается гораздо лучше. Не волнуйтесь, она у меня где-то рядом. Отлично, тогда до встречи через пару часов. Хорошо, до встречи. Не, это не мне звонит. Это Саймону, да, по-моему, его Саймон зовут. Ок. Это у нас игра в стиле Пенумбра, Амнезия, что-то вот в этом роде. Можно стульчик покрутить. Куда же я положил маркер? Бля, можно стульчик катать. Стоишь такой весь, немножко приуныл, стоишь стульчик катаешь. Заебись. Охуенная механика. Здорово, Даман. Так. Он ищет маркер какой-то. Саймон говорит привет. Да. 72. Привет, друг, лайк лови. Спасибо за лайкос, Саймон. Скорее поправляйся, с любовью, мама. Мама. Поворачаем. А что, открытка пустая? Открыть ее как-то можно? Нет. Ладно. Кстати, игра по продолжительности 9,5 часов будет, так что она займет, ну, буквально 3 стрима у меня. Чё? Это записулька сумасшедшего. Команд 72. Отличная игра, раз 10 ее проходил. Я еще вот ни разу ее не видел, вот решил пройти все-таки. Не говорю ли то, что она хороша? Так, сеанс на нейрографе. Дэвид Мунши, сеанс на нейрографе. 30 апреля 15 год.
Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Рассе в Торонто, но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш Дэвид Мунши. Поскольку ты, наверное, уже забыл, я напоминаю, что завтра иду к доктору, так то есть меня не будет на работе. Ладно, отправляем. Я думаю, это не принципиально как-то важно. Даман 72. Если раньше не играл от фриктионала, то будет не 9 часов, а все 15. Тяжело будет первые 3. Посмотрим. Посмотрим. Главное, что было интересно. А сколько часов она займет, в принципе, не важно. Кстати, что там, не лагает? Все нормально по этому, по изображению, по звуку, как там? Расскажите, а то мне отсюда плоховато видно. Ну, я смотрю, кадры выровнялись, всех дел. Что такое? Лабораторная записулька. Заебись, кто-то ноги фоткает. И член. Чтобы более подробней влиться, скажем так, в атмосферу игры, естественно, я буду подбирать каждую практически записочку, внимательно, детально ее разглядывать, чтобы было, ну, действительно интересно. Если ее просто так пробегать, Даман возможно... 72. Сюжет один из лучших, который я видел, а видел я много. Ну вот, отлично. Значит, будем прям впитывать всеми фибрами этот сюжет. Я думаю тоже, что мне будет интересно. Тут лор стопудово построен на записульках, на каких-то мелких деталях и так далее. Степлер нашел. О, ящички. И, скорее всего, да. Если прям по-быстрому ее пробегать, она занимает 9,5. А вот если как бы все рассматривать, то побольше займет времени. Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города Торонто. Вчера на перекрестке Блур-стрит и Спадина-роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами, во второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира. 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Я так понимаю, это его тёлка, Эшли Холл. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель вдруг погибший 26-летний Саймон Джаред выжил, но получил сильные увечья и предположительно необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полицией, уверяет, что случившийся несчастный случай избежать аварии было нельзя. То есть нам сейная вырезка из газеты рассказывает то, что и я за кого играю. Ссылка моя разбилась. Мир кино. Главный журнал о кинематографе. Летний блокбастер. Ну это и ладно. Не принципиально. Что дальше? И лето уже скоро. Надеюсь, она будет хорошим. Плотные такие шторки. Он либо стример, либо дрочер. Возможно, одно и то же. Ну, в смысле, одновременно. Как говорится, мастурбация и видеоигры. Так. Карта разума. Альберт Айзексон. Айзексончик. Книжка не открывается. Ирил Гаоси. Играешь за отбитого на мозг челика. Ну вот я примерно так и понял, то что у него колпачок-то свистит, короче, и потом это все будет хорошенько выдавать себя. А цветочек-то уже загнил. Почему в России нету вот таких вот окон в сортирах? Это бы очень было бы на руку. Чтобы не пользоваться освежителями лишний раз. Да, крышку надо опускать. По этому поводу в Южном парке серия такая была, когда моя мамка Клайда в унитаз провалилась. А чё она? Ну, опускай. О, чпок.
как она медленно закрывается. Я когда в магазине Сейт работал, мы продавали сортир с крышкой, которая захлапывается очень медленно. И, короче говоря, мы демонстративно, и эта крышка стоила 16 косарей за одну крышку для унитаза. Вот. И мы демонстративно всем покупателям ходили и показывали, почему так она дорого стоит. С выебом таким со всей дури защелкивали ее, а она медленно закрывалась. Короче, да выебывались, сломали крышку за месяц. По всем канонам жанра ужасов тут должна быть какая-нибудь телка, а я должен стоять с ножом. Угу. Чики. Паста. Че? Я думал, паста Зенит называется. Так, окей. Ну, короче, тут делать особо нечего, ладно. Нужно маркер найти. Маркер же я ищу, правильно? Он где-то должен быть, ну, если не тут, то куда? Где тогда-то? Подожди, что-то мне как-то вот чувствительность мыши не очень нравится. Управление. Настройки мыши. Чувствительность. Во, давай мы ее чуть-чуть, давай. Ну, на серединку, так. Ирил Гаоси. Лол. Че так дорого? Мы с доводчиком крышку и седуху в Икеа всего за 5 рублей брали. Качество супер. Ну вот, а у нас он тогда еще на тот момент 16 косарей стоило с доводчика. О, он хоть пошустрее начал двигать башкой. Так, ну это всякая хрень, короче. В общем, сломали мы эту к ядрению матери это крышку это. Но ее не списали, ее продолжили продавать за эту же цену, только она уже практически была нерабочая. Саймон, привет, это Джесси. Ты на этих выходных работаешь? Кажется, у тебя были какие-то планы на этой неделе, да? Или на следующей? Короче, ты там на почту мне напиши или еще как. Давай. Пока. Сообщение закончено. У него память, как у аквариумной рыбки. Ну, письмо я ему отправил. Наверное, он уже в курсе. Сколько лет назад? Сколько лет назад? Больше 10. Я думаю, лет 15 примерно назад. Massive Recoil. Мощная отдача. Порнушка? Что такое? Фильм? Ну да, это вроде как DVD-шник какой-то корявенький. Yellow. Отвратительная картинка, кстати. Что у меня такая напротив телека наверху, возле телека висела, я все глаза ложкой выдолбил нахуй. Так, где маркер? Что надо делать? Хожу, какие-то ящички открываю. Давай выйдем, может, отсюда. Ну какой дурак будет в холодильнике маркер, правильно? Тут только фастфуд. Надо что-то получше купить на обратной дороге. А что он жрет? Пицца. Опять пицца. Опять какой-то полуфабрикат замороженный. Напиток, я не знаю, что это. Это, наверное, какая-нибудь кусок мертвой телки замороженный, наверное. И опять то же самое, что вот внизу лежит. Нельзя? Давай. Нет. Давай. Я хочу, чтобы все продукты лежали на местах. Вот. Все, я успокоился. Прежде чем отправиться к доктору Мунши, надо выпить. Выпить маркер? Что он? Он маркеры пьет, потому что там спиртосодержащее? Что за хрень? Саймон Джаред, ну чё? Ясно, какие-то бесполезные эти. Подожди, какой маркер выпить? Что он, блядь, несет? Может быть, есть какие-то задачи? На какие-то кнопки волшебные, я не знаю. Кому? Понятно. Меня, блядь, здесь заперли, я не знаю. Это что, Silent Hill The Room 4, блядь? Когда ты из комнаты нельзя тебе выйти. Подожди, может быть, он что-то говорил про выпить. Кружка пустая, взял, блядь, все сломал. О. Расчесочки. Очки и нож. Давай с ножом сейчас как затыкаем.
Я бы соседку свою завалил. Хукет. Тиски. На крючке Робин МакКоннелл. Чё? Марк и Диана Миллера наконец-то нашли время на отдых. Нет, это нужно как в трейлерах говорят. Марк и Диана Миллеры наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором так долго мечтали. Че, я сначала видел, что тебе не найти, взять что ли? Ну, я понимаю, что надо. Я начало видел. Что тебе найти и взять, что ли, надо? Я понимаю, что мне надо что-то найти, что-то взять, чтобы что-то произошло. Ну, блядь, что надо? Может, портки одеть, я не знаю, галифе какой-нибудь концертное. Пустите, блядь, пожалуйста, отсюда. Этот случай покатаю. Что надо делать? Может, серьезно, надо передернуть. Прежде чем не подрочив, он из дома не выходит. Может, такая? Ну, четко. Унитаз. Я злодей. Че тут никого нет? О, можно покрутить. Не буду заставлять доктора ждать. Приму душ, когда вернусь. Надо где-то боты дрочишки найти. Опять пицца, блядь. Ну, главное, пиццей, походу, питается. Ну вот, взял все уронил. Будем этикетки разогревать. Дорогая, Всем привет. Дорогая, что у нас на ужин? Этикетки. Мы же вчера их жрали. Я приготовила на 2 дня. Спасибо, Бар. Здорово. И кружку еще можно подогреть. Так, в теории это где-то вот эта комфортка должна быть. Мы в этом убедимся. А что она не крутится? О, где-то тут было. Можно как полтергейст хлопать этой какого духовочкой. Блин, что же надо сделать? Они мне что-то написали, нахуй. О, ключи. Теперь я выйду. Я ключи подобрал. Эй. Семен Семенович, я ключи подобрал, а что с ним делать-то? Какая-то бутылочка валяется. Это для маленьких детей пустышка какая-то. Может, у меня что-то, блядь, здесь валяется. Вот это что? Нахуй, холодильник. И закрыть. Рубашки должны быть холодные. Что надо делать-то? Да. За 9 часов я ее не пройду. Надо, наверное, кого-нибудь статуэткой пойти завалить. Так, кстати, тоже. Я против всяких наград. И смыть. Кстати, как-то странно, вода уходит вниз просто. В России такого нет. Может, в ведро надо воды набрать, жопу помыть. Штанишки ссаные сушат. Бля, что все в крови, кстати? Он сказал, что надо что-то выпить. Как задачи, может быть, какие-то посмотреть, я не знаю. Так, я пройдусь по всем кнопкам. Если сейчас что-нибудь взорвется, я не виноват. Да. Ни задач, ни хуя. Что сделать, я не знаю. Он что-то, блядь, ляпнул быстро, а я проебал этот момент.
Реально хожу, как полтергейст, все разбрасываю. Где тут что творить? Я не знаю, блядь. Давай спать ляжем, да. Подушку. Тоже, чтобы голову не пекло, надо ее в холодильник заебнуть. Молоко там было лишнее. Не лезет. Перехолодос не закроется. Ладно, пускай проветривается туда холодильник. Там, наверное, мыши напердели. Если что-то выпить, то вот у меня 2 кружки, вот они валяются. Ну, блядь. Да иди ты нахуй со своей книжкой. Док сказал выпить жидкость Кирилл марки. Гаоси, тебе док сказал выпить жидкость маркер. Кирилл Гаоси, поищи в шкафах. Может, в ванной. Жидкость маркер. О, вот это что ли? Ну, когда аэрозоль, это нельзя пить. Ну, это очки какой-то, футляр, я не знаю. Снова объективы, какая-то дичь вообще. Слушай, а я это взял. А нет, не взял, я просто вернул на место. Он поднимает, зырит, короче, и кладет на место. Уж подрочить надо. Да, от телевизора у меня теперь болит голова еще сильнее. Спасибо, мозг. Вот я сел сидеть, смотреть его. Все в пицце, блядь, завалено. Может, он черепашка ниндзя, блядь, я не знаю. Вот вообще никакой жидкости нет. Ой, стой, вот тут уж какой точно. Вот он, блядь, твою мать, так долго. Чтобы использовать имеющийся у вас предмет, нажимаете И, когда предмет отображается на экране. Да. А этот шкаф я вообще не заметил, он как-то со стеной сливается. Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. Кирилл Гаоси, а в ноутбуке отправил сообщение? Да, отправил. Он говорит, чем-то похоже на молоко, но это как монету лизать. Что, блядь? Молоко, монета, где ассоциации? Ладно, окей. Метро. Метро 2033. Может подсесть к бомжом, вдруг мне передернет. Озгуд. Следующая станция Озгуд. Или Озгуд. Я думаю, Озгуд. Бомж, тебе звонят. Джесси Гримуар. Игнорировать? Джесси? Привет, Саймон. Получил твое письмо. Хочу пожелать тебе удачи и сказать, что все нормально. Я обо всем позаботился. Спасибо, я, может, еще зайду после сканирования. Зачем? Не надо. Мне Мэтт и Крис помогает. Мэтти и Эсэл, а ты знаешь, не знаешь, он переходит на полный день в отдел комиксов. На место Эшли? Ну да, понимаешь? Да, все нормально. Не оставляй же теперь отдел без продавца. Она все равно не вернется. Что ж, удачи. Надеюсь, там как-то придумают, что делать с твоим, ну, умиранием. Умиранием? Умеешь же ты подбодрить. Ну, что я могу еще сказать? Давай, Джесси, до встречи. Не сожги там все без меня. Ну, все, давай, друг. Друг. Угу. Это как трусанюк, только монеталист. Ну да, возможно. Ну, возможно. Он просто... у него фетиш на лизание монет. Пятерочку. Берет такой пятачок и насасывает его. Вместо леденца. Эй, доктор Мунши.
Бля, какая жуткая картина, твою мать. А присесть уже ничего нельзя, да? Ну это потом, наверное, механика это появится. Сейчас пока в целом знакомят с движениями. Просто вот то, что ты должен все прям обшаривать. Зырить на все, крутить, вертеть. Биометрия. Я же не ошибся кабинетом, а? Вроде бы этот. Давай, Мунши, позвонить. Так, позвоню-ка я Мунши. Отлично, и телефон выключу. Ладно, хорошо, я справлюсь. Доктор Мунши, вы меня слышите? Эй! Он там, наверное, медсестричку какую-нибудь порит. Ладно, мне нужен код. Понятно. Чтобы пройти в одну дверь, тебе нужно еще найти этот, порыться. Открыть кодовые какие-нибудь замочки, хуёчки. Давай. Дэвид Мунши, пора сканировать 2 мая 15. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Привет, Пол. Я говорил раз насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно. Нам еще разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах, а вдруг у них в расписании появится окно. Сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты. Например, отсканировать друг друга. Кстати, картинка чуть темновата. Картину на стене не видно было от слова совсем. А мне ее тоже практически не видно было. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану и даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступился за наш проект. И меня наконец соединили с какой-то шишкой из юридического отдела Рейс или Пейс, хуйно. Короче, смогла заново дать нам доступ в лабораторию. Мне запрещено указывать код, почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с ним на тот случай, если мы его забудем. Ок. Ищем записулю какую-то. Так, ну давай попробуем. Уже, наверное, гамму не настроить, да? Вот, гамма. Ну, я почти полностью ее выкрутил. Давай вот так еще добавлю. Ну, это мало уже, ну, это такого. Я всегда, когда игры какие-то запускаю, я сделаю всегда чуть выше освещение, потому что, ну, реально, игры бывают темные очень часто, и чтобы не приглядываться лишний раз, короче. Так, он где-то записульку оставил, свою гадку. С каким-то кодом. Вот сейчас чуть-чуть получше видно, но мне посветлее все равно. Хер знает, ну... Игра-то должна быть темная, знаешь, такая, как крыса должен тут шастать, короче. Ничего не видеть. Должен быть способ какой-то другой, короче, понятно. Где бы можно было бы поискать записочку? Как может... Темно в игре, чтоб в очке щекотало. Как может в очке от темноты щекотать? Ну что ты? Ну, Сережа. Это физически невозможно. Хотя, может быть, есть любители, знаешь. Бля, может быть, где-нибудь... Да нет. Какой-то код. Ну... Пип-пип. Ну, да. Итак. Так, ну, кроме записок вот здесь их, наверное, нигде не может быть. Это ящиков стола. Вот. Так, страница 56, 2501 код. Ну, понятно. 2501. Бинго! Пойдем в биометрию. Чтобы бежать, нажмите, удерживайте Shift во время передвижения. Ага, ну вот. Уже хотя бы бегу научили. Спасибо и на том. Бать, у них серверная. Зелененькая. На кнопки понажимай. Чанмин придет, пизды навешать. Кстати, такой же стульчик у меня дома стоял.
Походу, на всю игру стульев завезли одинаковых. Ctrl-V, Ctrl-C. Кто-то ставился каким-то, что, лимонным лимонадом. Долой наркотики. Сами вот наколятся своим апельсиновым соком в жопу и ебут друг друга. Это все биометрии. Да. Тихо. Что такое? Это, видимо, паспорта нынешних, ну, местных рабочих, этих, как его, гастарбайтеров, уборщиков каких-нибудь, флешечки разные. Ладно, ничего, я думаю, что тут ничего интересного прям. Там мне искать-то, блядь. Стульчики эти ебучие. Искать-то мне, по идее, тут нечего особо. Надо когда-то двигаться по прямой. Делать пока элементарные задачи. О, бля, нихуя, стоматологический кабинет. О, здравствуйте, я не слышал, как вы зашли. Саймон Джаред, да? Доктор Мунши. Пока что просто мистер Мунши, но я работаю над этим, и сегодня мне в этом поможет. То есть это часть вашей диссертации? Да, совместное исследование мое и моего коллеги Пола Берга. Мы хотим создать неинвазивный что? Метод, блядь, я не успел прочитать. Какой-то неинвазивный метод. Вот, кстати, прическа у него реально как у трусанюха. Вы выпили маркер? Да, выпил. Отлично, начнем, как вы будете готовы. К чему? Я, блядь, на это генеалогическое кресло не полезу. Сейчас. Внеси Флюгергехайнен. А стоп-слово будет? Надо стоп-слово поискать. Ебать, у кого-то делдак здоровенный. Представь, я не хочу. Надо главное, жопой пятиться к выходу. Пожалуйста, не ходите по лаборатории. Чего? Какая-то в пизду лаборатория. Стул, это в серверный, просто стул поставили какой-то. И все. И... Это не займет много времени. Ага. У тебя, по-моему, преждевременная окуляция, да? А что вы хотите сделать? Я просканирую ваш мозг, потом мы создадим его компьютерную модель и будем атаковать ее различными раздражителями. Программа поможет нам разработать все новые алгоритмы лечения до тех пор, пока мы не достигнем оптимального. В общем, мы создадим идеальную терапию конкретно для вашего случая. То есть мне не просто исследование, это правда мне поможет? Я надеюсь, иначе мы потратим кучу времени впустую. Короче, мне нужно залезть на стул, и сделают типа моего разума тут какого копию. Давай, полезли уже. Я согласен. Давай. Неси Флюгергехайнен. Либо сейчас член прямо из сидения вылезет. Ебать, Трусью сейчас робокоп из меня сделает. Сейчас будем стрелять на точность. Как в фильме было. А чё размытое? Так, давайте сразу разберемся с формальностями. Вы Саймон Джаред, правильно? Да. Торонто, Канада. Дэвид Мунши. Родились в 88-м, 16 июля. Да. Плоская нейрограмма, версия 6. Кстати, он персонаж мой ровесник. Отлично, говорит, все в порядке. Мне будет больно. Это просто сканирование. Все равно что снять фотографию. Индейцы думали, что фотоаппараты воруют их души. Да? Будем надеяться, что они ошибались. Готовы? Скажите сыр. Нет. Я не хочу говорить сыр. Это, по-моему, да. Это кодовое слово. Сейчас мне из этого, прямо из сидения, здоровенный делдак впердолят. Такой, обманули дурака на 4 кулака. Что случилось? Эй, мистер Мунши? Что-то пошло не так? Не, блять, исключено. Я же говорю, нихер на эти всякие сидения садиться. Это не смешно. Я же не должен волноваться.
Я, блядь, по-моему, очень должен волноваться. Я на другой стол садился. Эй, меня это не интересует. Эй, есть тут кто? Херовенько. Видно все. Все мыльное. Ну ничего, зато футболка постирается. Ну, это явно другая лаборатория. А? Костюм Юрия Алексеевича Гагарин. Можно на красную кнопку нажать. Чпонь. О. Свет дали. Да где я вообще? Как я сюда попал? Я хочу обратно домой. К своим кружкам. И пиццы. Автоматизирован. Откройте терминал со служебной консоли. Что делать? Понятно. О, тут можно вставить флоппи диск. Стульчик мне вряд ли понадобится. О, прыжок у меня добавили. Я теперь могу неуклюже прыгать через разные препятствия. Служебная консоль. Чтобы получить доступ, вставьте Omni-инструмент. Что такое, блядь, Omni-инструмент? Какая-то вообще раковая опухоль из проводов. Ну, тут все, скорее всего, да, в таком сеттинге будут. Провода и грязь. Так, ищем Omni-инструмент. Хватит сюда. И можно швырять. И где мой, блядь, Omni-инструмент? Это? Знать бы, что такое Omni-инструмент? Может, это когда в туалете бумага заканчивается? Эй! Ебать, все по-китайски. Ну-ка, давай сюда нажмем. Вот прям на кнопку. Пуник. Пуник. Не работает. Где его должен выебать этот Omni-инструмент? Ну, но он явно где-то не очень в очевидном месте. Нашкодничал. Может быть, какой-нибудь мне головоломку надо решить? Ящик с инструментами. Это же надпись просто. Какие инструменты, пизда. Эй, что все ломается? Чтобы бросить удерживаемый предмет, понятно. Я буду драться ботинками. Подходи по одному. Там никого. Ну они пугают. Какой-то Omni-инструмент. Что бы это значило вообще? Давай обратно сядем. Нет, я хочу, чтобы меня пердолили на стуле. А не работает это дерьмо. Кнопки охуенно нарисованы. Также было на PS1 сделано, кстати. Клава-то какая-то с иероглифами. На полках ни хера. Какие инструменты? Причем вот с этой штукой вообще никаких взаимодействий, кроме вот этого вот. Служебная консоль. Установщик чипов в Omni-инструменты.
Создавайте и настраивайте, оптимизируйте свой Omni инструмент с помощью разнообразных программ и модулей оперативной помощи. То есть у меня должен быть какой-то, не знаю, какая-то штука, и в ней должны быть вставлены какие-то чипы или сим-карты, я не знаю, типа того. Это вообще нельзя трогать. Не трогай это на Новый год. Да. Естественно, это стекло будет не разбить вообще ничего. Ну и где искать эту залупу? Да, так вот в каждой комнате тупить по минут по 20, знаете, она будет игра не все 15, а 30 часов. Ну и чего, блядь, да, окей. Хуй работает это говно. Ну, тут что-то зелененькое. Никак. Ну, к этой штуке я тоже подходил. Это не взять. Скафандры нет. Эта шляпа тоже не работает. Скафандры тоже нет. Ящички нет. Тоже не пашет. Кроме, блядь, стула, я помню. Ох ты, твою мать. А я думал, нельзя вообще ничем его разбить. Давай, свободу попугаем. Я еще дверь открою. Да? Круть. О. Я меня там заперли на засовы какие. Пизда вообще. Видели где-нибудь такие замки? В этом замке есть что-то зловещее. И чё, и чё? Ну, естественно, замок. Возможно, его потом какими-то кусачками можно обрезать. Да, чем-то вот есть такой запашок Alien Isolation. Так и будем гулять по кораблям. Подожди, я пока туда не пойду. Там самое интересное. Общепит местный. О, а тут туалет типа сортир. О. А чё одна кабинка? А вдруг понос? Не подготовлены, короче, они совсем. К тому же это мужской и женский туалет одновременно. Скорее всего, квестовые какие-то предметы, они прям будут подсвечиваться. Всякий мусор, он просто, ну, ты его трогаешь, как бы, хуй знает. Не факт, что он тебе пригодится. Пуста, а вот эту штуку нет. И такой. Какая-то жижа капает. Ясно, ну тут бесполезняк, короче. Пошли туда. Там где роботы и боботы. До свидания. Ситрипио, а ты будешь на меня нападать? Уже подглючивает. Они тут как лианы, короче, пробиваются сквозь стены. Ремонтника вызывать. Муж на час. Ни
хера полезного. Так, тогда... Я не знаю. Скорее всего, тут игра вообще как бы не про какое-то оружие, боевую механику. Скорее всего, на поиск предметов и решение небольших головоломок. Ну или больших головоломок. Да. Короче, пока стену не упрусь, пошли вперед. Патос. Патос 2. Упсилон. О, можно тыкнуть на эту херню. Затрудненное дыхание у робота. Люк, я твой отец. Эй, ты можешь говорить? Говорить, как остальные. Что с тобой такое? Что с тобой, блядь, что такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь. Как странно, ничего не понимаю. Какого, блядь, геля? Сейчас я тебя отключу, хорошо? Ты просто меня пугаешь до ужаса, так что я тебя отключу. Что? Как я это сделал? Давай второго дернем робота. Нет. Не дернем. Ну, музяка зловещая, на меня кто-то нападает? Ну ок. Что назад? О, дырочку пробили. Ого. Право-лево наклониться. Хорошо. В Alien Isolation мы бегали от чужиков с роботами, тут чисто от роботов будем бегать. Чтобы присесть, нажмите Ctrl. Присев, вы станете незаметнее и будете издавать меньше шума при передвижении. Но стандартная механика, когда за тобой сталкеры какие-то бегают. Вот кто гонится, непонятно. Сейчас отпустит. А, уже можно, в принципе, сейчас ручку, хуючку дернуть. Бля, замки, конечно, вообще от винта просто. Подожди. Так, позырим что-то. Чем они меня пытались пугать? Меня током ёбнуло, да? Оу, щит. Shit, man. Ясно, к кнопку близко не подходит. Закрыто, а тут открыто. И снова закрыто. Проведите Omni инструмент. Ну ясно, карточкой надо чикнуть, чтобы открылось. Значит, возвращаемся назад. Карточку берем. Вот в том помещении, которое открылось за шлюзом. Там катсценку посмотрим. Так. Omni инструмент. Это сложное устройство для доступа к системам. Также интерфейс управления ими. В схему Omni инструмента входят алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем Omni инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя, чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку ввода. Omni инструмент может передавать сигнал модальности, полезный для выполнения простых и автоматизированных действий, таких как открытие дверей. Короче, умный ключ типа того. Для выполнения более сложных действий Omni инструмент необходимо физически подключать к рабочей станции или терминалу. Чтобы обновить свое устройство, просто вставляйте оператора в главное вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта
Ясно. Короче, ключики вставляйте разные, и у тебя будут другие ключики работать. Вот мы нашли этот Omni инструмент Токи. Угу. Список предметов это тап. Давай мы сразу же карточки какие-нибудь поищем, но мне кажется, их тут не будет. Нашкодничать. Да и в принципе все, ладно. Бла-бла-бла, тут делать нечего, пошли на выход туда, куда я шел. Сейчас мы этот чиркнем там этим Omni инструментом. Да, в очко ты иди. Кто за мной гонится, кстати? Давай посмотрим. А, ну ясно. Шугают раньше времени. Давай. Пип. Доступ запрещен. Почему? Либо где-то проход открылся. Так. Ну я с обратной стороны уже был в этой штуке. Сюда мне вряд ли дадут залезть. Тут ничего не надо делать. Давайте обратно в эту комнату вернемся. Где-то что-то надо покрутить, повертеть, чтобы ключ-карту дали. Ну, это не совсем. Чертоги разума. Не совсем чертоги разума, скорее больная фантазия воспаленного мозга разрабов. Тут надо детально, желательно, конечно, все осматривать. Ну, типа крутить предметы какие-то, чтобы что-то найти. Игра про поиск скорее, нежели про какой-то экшен. Ну, Amnesia, Penumbra на этом и работали, когда у тебя у персонажа не было ни хрена никакого оружия, только дохуя амбиций. О. Это замочек. У тебя есть только дохрена амбиций, короче, и этот как его, кривое управление, вот, хватки предметов, кручение, верчение, что с каким взаимодействовать непонятно, потому что подбирать ты можешь очень много всего, а конкретно что и для чего тебе это надо, тут, естественно, никто не расскажет. Отсюда искусственное увеличение, растяжка геймплея. Ебать, как скафандр. Я видел только начало игры. И вообще про нее ничего не знаю, кроме хвалебных отзывов от всех. Ну, я тоже. Я даже тебе больше скажу. В принципе, я в подобные игры типа Penumbra и Amnesia не играл. Так что для меня это тоже какой-то, скажем так, новый опыт. Ну, в принципе, все понятно на самом деле, то, что как тут все работает. Ходишь в потемках, ищешь какие-нибудь неочевидные предметы. Кстати, в самом-самом начале... О, и музычка пошла. Музычка пошла. А фонарик, кстати, дадут? Ну, видимо, не сейчас. Понятно. Он повторяет то же самое. Хочешь, говорит, немножечко клея, и тебя будет переть так же, как нас, малыш. Назад возвращаемся прямо вот в самую-самую первую каморку. Ага, везде свет поотрубали. Но не этот какой-то специально сделано для нагнетения атмосферы. Вот. Тип. Готов. Давай. Идет чтение.
Служебная консоль Эпсилон 3, включая место пилота, активирована. Статус системы, Omni инструмент, перечень. Сервера отключены. Начать настройку. Программа ненадежна, запрещено. Что? Последнее сканирование. Понятно. Так. Вот сюда давай. Нажмем. Ебать, Люся, все понятно вообще. Больше текста. Нашли вы нас. Ну и зачем я сюда этот ключ ставил тогда? Бесперспективняк. Блять, у тебя одно контекстное меню выкидывает на другое контекстное меню. Я понял, что у меня, блядь, не хватает какого-то чипа, чтобы другие ящики. О. Сейчас вас обслуживает стандартный встроенный искусственный интеллект, помощница Джейн. При подключении энцефалочипа. Энцефалочип, бля. Встроенный интеллект будет отключен, а пользовательский интерфейс Omni инструмента может значительно измениться. Чип не ставлю. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ ко всему Патосу 2. А я здесь, чтобы сказать, такого не будет. Пойми меня правильно, я не назло вам это делаю. Без вас, ребята, здесь никуда. Ну, должна же быть определенная безопасность. Ай. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Омикроне и разнесли повсюду вирус, или что там вообще такое. Вы сможете сделать вот что. Вы сможете с его помощью открывать двери, любые, фактически. Если дверь не открывается, значит либо что-то не так, либо у вас ограничения. И что делать тогда? Вставляете Omni инструмент в терминал и смотрите, нет ли возможности обойти ограничения. Иногда ведь нужно попадать туда, где вас быть не должно. Вот и найдите способ. Вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением. Не будьте козлом. Вот и все, в принципе. Меня зовут Джон Строймер. Оперативный агент охраны Патоса 2. У меня есть кабинет на ТТ. Если у вас будут какие-то проблемы, приходите туда. Удачи. Сам козел. Перечень. Используется. Нет. Давай-ка мою пипку сюда. Инструмент верните. Ёпта. Что-то где-то открылось. А теперь надо искать. Да, бля. Выполняется. Ясно. Охуительная информация. Создать сеть. А, ну да, я тут все, в принципе. Все я тут увидел, посмотрел. Какие-то ящики надо искать. Где-то что-то открылось. Еще проход. Бля, ну тут реально каждый пиксель тогда можно тыкаться просто. Каждый ящичек подозрительный попробовать дернуть, открыть. Ого. Короткий путь, короче говоря. Выломали мне дверь. Да, а теперь уже нечем вводить. Тут можно членом поводить только. По этой панели. Где-то что-то должно измениться. Я думаю, или где-то музяка какая-то должна заиграть. Подозрительная. Чтобы хоть как-то мне обозначить, что я верно иду. Должны же вы что-то сделать. Так, где
Где у нас ящики вообще были? Ну, тут, естественно, я мало чего вижу. Хреново, что фонаря нет. Поярче бы все, а то в основном в потемках реально шароебишь. Еще и этот плохо видит. Ну-ка, другие настройки есть. Рендеринг, ля-ля-ля, понятно. Не то. Размытие. Ну-ка, если мы его выключим. Ничего не особо не поменялось. Может потом фонарик даже, я не знаю. Ну-ка, эта пизда по-другому что-нибудь скажет. Понятно. Только один робот разговаривает и все. Ну, какую-то базуку похоже. Ой, так. Что дальше? Так, здесь у нас сортир, вот здесь вот могут быть какие-то ящики. Нет. А свет выключили, чтобы я что, блядь, по памяти действовал, вспоминал, где у них ящики эти находятся. Какой смотрел, какой нет, хуй его знает. Ну-ка давай, открывайся. Перечень. Что это такое? Простые эластичные костюмы. О, слушай. Может быть, что-нибудь костюмчики заныкано, а? Нет. Нет, все костюмы пустые. Эти штуки не работают. Да, блядь, здесь что-нибудь тыкнуть, чтобы заработало все. Статус системы. Ну. Так, с этим я никак не могу взаимодействовать. Хорошо. Вот это что? Тоже какая-то ёбань, циферки и так далее. Открыть ящик. Ящик для чипа. Ящик для чипов. А какой? Где он? Ну, с инструменты. Понятно. Блять, твою Люсю нахуй, а? Вот он, этот ящик, прям рядом. Я ношусь как мудила по этой станции всей. Блять, пиздец. Один инструментальный чип. Что ты нахуй? Понятно. Давай пипку мою. И теперь что? Вот так. Вот. Ну теперь точно туда надо идти, где эта дверь круглая. Обновлен код доступа к инструментальному чипу. Управляющий чип обновлен. Отсоедините Omni инструмент. Нахуй пошли. Так, опа, двумя пальчиками, как эстет взял. Пипку эту. Короткий бы путь вспомнить. Не то, да? Не то. Сюда, нет.
сортир и столовка. Здесь нет. Ага. Ужасти какие. Да, вот здесь вот уходишь и направо. А, нет, по прямой. По прямой и налево. Чпок. Теперь пустят. Да пустят. Мозги мне ебать. Мы находимся под водой. Поздравляю, коллеги. Тут несколько километров до суши. Кто-то рыбок рисовал, хорошо. Кто-то акулок рисовал. Кто-то акулок и скалы рисовал. Опять рыбок рисовал. Как у них изо рта что-то вылезает. Наверное, то, что висит на стенах, вот эта жижа. Жижа панкрока. Сюда что, очко надо засовываться? Эми, ты здесь? Я здесь. Готова к отбытию? Думаю, да. Рыбками ты сможешь полюбоваться и на ТТ. И все же я буду по нему скучать. По Эпсилону. Мы здесь проработали столько лет. Неужели ты ни чуточку скучать не будешь? По электростанции полный взбесившихся машин? Нет, я переборю это. Это жестоко. Эпсилон не виноват, что так вышло. Как знаешь, заканчивай с дверями и возвращайся скорее в лагерь. Так точно. В общем, что? На этой станции машины. У них поехала кукуха. И люди оттуда, ну, с этой станции свалили. В неизвестном направлении. На какую-то другую станцию, я так понимаю. Ясно, понятно, пошли вперед. Я не знаю, что случилось. Ну вот, опять. На картинках с рыбами вы должны мне помочь. На картинках с рыбами вот эта вот биомеханика тоже была нарисована. Нет, стой. Палец в жопу ей сейчас. Хуя. Я бы побоялся вот такую дрянь пальцы свои запихивать. А? Что это было? Теперь уже не больно. Взял этой штуки палец в очко затолкал, теперь уже говорит не больно. Ты бы хоть палец понюхал на самом деле. То мало ли что. Так, а как залезть? А, вот. Понятно. Поползли по шахте. Та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Воровскую жизнь она вела. А чё так сердце-то колотится? Может быть, у него аритмия? Какие-то кнопочки, проводочки. Надеюсь, по кругу сейчас гонять не будут. Ладно, долго ползти по этой херне. Закрыто. Ожидаем. Пошли назад. Молодец, сворачивать. По-моему, я по прямой, да, полз? Ну, давай сюда куда-нибудь. Один хрен, выход-то один. О, тут открыто точно. Station Control. А, сейчас вылезем, как надаемся. Вряд ли тут какая-то, правда, боевка будет. Ну, типа, палку тебе не дадут, знаешь, отбиваться. Скорее, просто надо прятаться будет. И как мышь пробегать. Не дотрагивайтесь до протекшего структурного геля. А куда там? Он уже пальцы все позапихивал.
Не дотрагивайтесь, говорит. Поздно, трогали уже. Я не могу определить его воздействие на НИУ. Что такое НИУ, я не знаю. О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации Волчек. Как хорват какой-то. Волчек. Или Волчок. Волчек, понятное дело. Ага. Пузи-пылесос. Телепузики, спать пора. Телепузики, спать пора. Ну и чё, ну сосет он, вылез из этого. И сосет электричество, я так понимаю. И как? Как сосется? Вот хуйня еще жива, кстати. Может оторвать ее, пипку. О, сейчас он мне в очко залезет. Не надо. Че не надо? Давай обратно вернем. Не, все уже. У пылесоса уже не стоит на эту штуку. А все, он теперь палец туда не хочет уже пихать. Хитренький, да? Эй, вы меня слышите? Но он там еле живой. А, он еще присосался. Я какой настырный, а? Подожди, там еще записулька есть какая-то. Очки какие? А, нет. Тут, наверное, колл-центр был. Давай, оторвем эту пипку ему. А че он обратно присосался? Мне это нужно. Почему? Все хорошо было. Я была счастлива. То есть у робота есть искусственный интеллект. Они думают то, что они как бы реально, ну, может быть, живые люди или что-то в этом роде. Но тем не менее, они как бы чувствуют, что ли, что они должны питаться каким-то электричеством или хуй знает. Но это пока только предположение. И чё? Ручной порядок загрузки. Чё, куда? Чё, кого? Нет. Нихуя не понял, но очень интересно. Радиосигнал заблокирован, недостаточно энергии. Сейчас вернем. Надо, короче говоря, сначала вот эти вот бегунки в баланс привести, чтобы вот эта штука открылась. Сейчас что-нибудь накрутим, навертим. Главное, все тут не наебнуть. Чертовой матери. И я так понимаю, двери, да, не откроются уже. Может, у Жижи спросить, что мне делать, Жижа? Я спросил у Жиженьки, где моя любимая. Ну да, вот эти, короче говоря, скорее всего, геотермальные какие-то зоны там, бла-бла-бла, давление повысьте, короче, тогда пройдете. Ясно, понятно. Еще раз. Протекший тут структурный гель. Но эти пипки уже не взаимодействуют. Узи-пылесос подох. Ладно, пес бы с ним. О, кнопочки, я их сразу не заметил. Давай, пип. Это добавляет у нас одно большое нихуя, да? Значит, последовательно надо их нажимать. Пип. На перебор, да? То есть, короче говоря, подожди, а я могу нажимать быстро вот кнопочки? Подожди. А так, доходит, когда до зеленого, сразу на вторую надо дергать. Оп.
Потом на третью. И все работает. Ясно, понятно. Давление повысили, сейчас свет дадут. Это какой-то генератор запущен или что-то в этом роде. Лиссабон, Португалия. Ну, мне туда надо, наверное. Закрутилось все, завертелось. Ебаной. Так, ну и чё? А, нет. Надо подождать, пока все прогрузится. Лямбда. Лиссабон, Португалия. Так, о, что это происходит? Эй, есть тут кто-нибудь? Эй, вы меня слышите? Я слышу вас, Эпсилон. Что происходит? Я не знаю. Я тут вроде как только очнулся. В комнате прямо сейчас. Там сиденье было, шлем. Правда? Как вас зовут? Саймон Джерард. И что вы? Ах, сигнал, чертовы передатчики. Где вы сейчас? Где-то, где передается ток. То ли электростанция, то ли трансформаторная. Вы, наверное, где-то на ТЭС. Вам надо подняться по лестнице в центр связи. Комната с купол... Чё, блядь? Слушайте, тут что-то... Тут вообще какой-то ужас творится. Эй! Короче, куда-то надо подняться в куполообразное какое-то помещение. Извините, не слышала. Мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, я вам надо наверх. Я понял. Куда-то наверх. Окей. Все, теперь и дверь открылась. Так, ну с этим никак не надо взаимодействовать, да, кажется? Система работает. Ну, если... Нет, если система работает, то мы не будем системе мешать это дело. Пока этого не требует задача. Ну, я не знаю, мне вниз. Давай попробуем перепрыгнуть для начала. Посмотрим, что у нас на втором этаже вообще в целом есть. Ну да. Я все сломал. Я все сломал, Спанч Боб. Че? А, вот. Можно сюда палец засунуть. Или член. А я бы член пихал. Чего уж тут терять-то? Ходим в какие-то жопы, пальцы пихаем. Так, а он, ну, видимо, бегает за нами, да? И чё? И чё? И чё? Надо еще раз запихнуть. Это явно не работает. Давай наверх поднимемся сюда. Все выше и выше и выше. Ну я прям нихуя не вижу. Он меня поймал, да? И что надо, блин? Дядя. Возможно, мне надо было сдохнуть. Возможно. У меня еще хуже со зрением стало. Почему? Тут одна штучка это не горит. Мать все плывет нахуй перед глазами. Ебанул-то он мне хорошенько. Ебнул меня. А я теперь хромаю, да, на одну ногу, я так понял. О, давай туда пойдем. Хотя можно и сюда, наверное. Интерес. О. Давай хоть рычаг какой-нибудь нажмем, что-нибудь покрутим. Ага. Теперь надо воздух убрать. Точнее, пар. Иначе он меня обожжет.
Либо там задвижечку надо какую покрутить. Эй, мистер. Приседать я пока не могу, да? Ну ладно. Давай, аккуратненько. Вот сюда. Крутим задвижечку. Задвижечку. Чтобы вращать на маховик. Ой, я сломал ее, Спанч Боб. Куда, блядь, не притронусь, все по пизде идет. Все ломает. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Да, слушай, у него интеллекта хватает, чтобы забраться на эту шнягу. Да, иди сюда. Иди. Пидор гнойный. Чё ты? Ты чё вылупился? Бледво. Базарит еще. Ну да, слушай, интеллект какой-то у него есть. Все, до свидос. Пока он там обойдет, у меня 508 времени. До свидули. И поднимаем. Оп, все. Теперь он меня не тронет. Да хреново, что я хромаю. Это теперь, блин, очень на глаза давит вот эта мыльная картинка. Она и так до этого мыльная. А сейчас вообще что-то мыло-мыльное. Свет дали. Ох, черт. Плохо дело. Я вырубился. Эми, Роджерс, ребята, вы меня слышите? Мне помощь нужна. Электростанция, завод, администрация, центр связи. Ну, это мало мне сейчас о чем говорит. Пока сюжет подают в том русле, что ты единственный на этом корабле, на вот этой станции, вокруг тебя роботы-ебоботы. Ни одной единой живой души, но есть на это намек. О, сюда надо палец запихнуть. Но я серьезно, я бы член пихал. Почему бы нет? Локдаун. Запущен процесс блокировки, подробностей на терминале. А покрутить этой шляпой можно? Нет. Это просто стикер. То есть нам дали какую-то экшн-сцену. И теперь надо ее того самого. Теперь надо, короче, опять ходить, искать записочки, все что угодно. Перерывать какие-то коробочки, чтобы найти дальше проход. Потом будет опять экшен. Потом опять и опять и опять. Так, у нас две двери, да? 3. Раз, два, 3. Пойдем ближе. Нет, это что-то большое помещение. Да, какое-нибудь тупиковое более найду. Тоже не то. Коридор. А если я еще раз нажимаю, эта кнопка закрывается. Так, чисто на всякий случай. А эта пипка не работает, да? Хорошо. Заклинил. Так, вот мы с этой комнаткой начнем. Йоу. Мы перекрыли все. Все от казарм до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ему немало придется возиться. Карл? Беги! Туалет меня. Ты дерьмо вкусно. Ну, типа роботы напали. Скайнет сбушевался.
Тут вряд ли надо что-то пока делать. Да может и потом. Возможно, эта комната сделана чисто для этой катсцены. Погружает в лор, так сказать. Так, ну давай сюда сходим. Без разницы. И чё? Угу. Вот этот закуток явно не зря. Почему? Потому что тут надо будет прятаться. О боже, он мертв. Карл Семкин. 0722. Стоять, бояться. Карл Семкин. 0722. Ай, пип. Эй, вот. 0722. Окей. 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 Почта. Черновики, но снова пояснение лора через записочки, как же иначе. Мы закончили работу над энергокомплексом. Перекрыли доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Все системы не первостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слое. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Мы уходим отсюда. Карл. Че, отправить? Вот, нельзя, да? Ага. Связи нет. Управление питанием. Угу. Одну пипку открываешь, вторая закрывается или что-то в этом роде, да? А никак. Складское. Это где-то открыл. Хер знает. Ладно, на это после. Кнопки давятся. Персонал. Бла-бла-бла. Выйди из системы. Так, придется вводить заново. 07 22. Ок. 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 Назад. Ну давай, чё? Засунем член туда. Это что, мой отхил такой? Я запихиваю в эту штуку члены, теперь нормально двигаюсь, хожу. Та-дам! Черный ящик — это претензионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей от температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИО, наблюдающей системе ПАТОСа-2, чтобы станция могла обеспечивать вам подходящую рабочую обстановку. Устройство будет работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Дело пахнет этим, как возможно, главный герой и есть робот. Просто он сам еще об этом не знает. Тебе надо на руки посмотреть. Может быть, у него, типа, знаешь, там руки человеческие, он типа киборг какой-то. Руки человеческие, а башки, допустим, нету вообще. Такой твист, по-моему, был в сериале «Черное зеркало» или что-то в этом роде. Какой-то, ну, киберпанк. Что-то в этом роде. Даже, наверное, не киберпанк, а как-то называется это, блядь, жанр. Био какая-то, биомеханика. Что-то в этом роде. Так.
Вы последний резервный, что-то. Все подключено равномерно. Мы специально распределили риски. Вот и все. Энергии Патосу хватит до нового апокалипсиса. Мы готовы. Надеюсь, мы тут ничего не напутали. Мне туда возвращаться совсем не хочется. Расслабься, все кончено. Мы идем на Тету. Может, нужно больше блоков перекрыть? На помощников надежды нет. Мы перекрыли все, от казарм до центра связи. Если туда еще кто зайдет, ему немало придется повозиться. Понятно. Карл. Так, тут еще один батон. Свечилка. Я не совсем понимаю, правильно ли я делаю. Мы нагрузили систему до предела. Если вы дернете за этот рычаг, пути назад уже не будет. Делайте это только при крайней необходимости. У меня крайняя необходимость. Ничего не работает. Вернем исходную. Назад. А все, он не пошел. Вот уеб. Надо было пальцы не пихать, куда попал. Еще выше. Так. Подожди, там вон, где эти рабочие роботы там стоят, надо туда бегать. Он, наверное, вряд ли чего-нибудь такого интересного расскажет, но возможно. Сзади кто-то идет? Не, пока только шумом пугает. О. Хлобысь. Ничего не работает. А эту можно включить. Можно. Ну, бесполезная еще одна комната пока, по крайней мере. А, там этот залупыш. А чё, мне серьезно? Даже вот такой вот преграду не перепрыгнуть? Ну да. Сука, и снова хуево видно, и снова хромота вот эта дебильная. До очередного очка тогда придется вот в таком ракурсе бегать. Что-то палец засунуть. Кроме как сюда сходить, я больше вариантов не вижу. Дернуть тут ничего не надо случайно. Да, тут можно только передернуть. Сейчас водой пизданет. Принимаем душ. Что не работает? Что надо? Либо что-то с панелью надо накрутить. Либо там, где этот говнюк появлялся, который мне зрение испортит. Это точно не работает. Это потом нужно нажать будет. Сначала надо что-то в предыдущих комнатах накрутить, чтобы работало. Тут тоже ни рычагов, ни хуяшечки нет. Похуй мне на ваших роботов.
Управление питанием. Ага. Если ты находишься в этой компом, возиться нельзя, пока тебя бьют. You умерли. You died. Я пока этот рычаг не буду дергать. А тут оказывается, короче, комнатка тут тупиковая. Бла-бла-бла, ничего не работает. Так. Там ни крутилок, ничего такого нету, а здесь... Угу. Я так понимаю, это график смен каких-то. Прям как на работе у меня. Гидрокостюм. Вот это не входите. Мы перекрыли эпсилон, чтобы никто не мог помешать работе станции. Накрывайте дверь. То, что произошло с Карлом, это не моя вина. 07:35. Понял, принял. Пойдем в комп набивать. Блядь, ну сейчас мудак просто не даст это сделать. Вот и все. А заныкаться мы можем только вот за здесь. О, присаживаем на бутылку. Ну, правда, меня спалил уже 10 тысяч раз. Я забыл, на какую кнопочку присаживаться. Им сейчас понятно, он за мной гоняться не будет. Ну, типа а-ля по стелсу. Да, нафиг, пошли вы со своим стелсом. Тарарарам. 07:35. 07:35. Окей. Почта. Ну зачем мне это надо читать? Нам удалось связать между собой почти все резервные турбокомплексы, бла-бла-бла-бла-бла. Хреново, что меня эти ублюдки могут трогать, дергать меня, пока я тут читаю это из шляпы все. Центр связи. Персонал. Понятно. Я открыл какую-то дверь. Да, хер знает какую. Тут же у нас дверей не было, правильно? Да, эту штуку дернем. Шпок. Вроде ничего не изменилось. Какой центр связи? Я что-то вообще не врубаюсь. Может быть вот это? Так, одно большое нихуя. Стой. И так, понятно. Бесполезняк очередной. Теперь эта шляпа работает? Да. А здесь мы закрываем кибитку эту. Статус отключен. Последний контракт, бла-бла-бла. Йонси, офис закрывается и всех эвакуируют. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать, непонятно. Северная Америка, Атлантический океан, Европа, Африка. Какие-то контрактики или что-то в этом роде.
Подожди. О, можно сюда член засунуть. Подожди-ка. Обнаружены испорченные данные. Восстановить файл. Послушай. Хенси, как там эвакуация? Все собрали к выходу готовы, но оставлять электростанцию без присмотра нельзя. Он решил оставить теми Азара и Карла Сенкина, чтобы все выполнили какие-то штуки. Что-то, не боюсь, я просто хотел сообщить, хотела, что все по графику, завтра еще поговорим. Хорошо, передам. Йонси, словно утро для эвакуации, да? Сойдет, я хотела представить тебе Эми и Карла. Когда я отправляюсь на Тету, на связи будут они. Поздоровайтесь. Привет, Тета. Привет. Привет, ребята. Я Питер Страцкий, диспетчер на Тете. Если могу чем-то помочь, вы дайте мне знать. Вот и все, пожалуй. Скоро увидимся, когда прибудем. Эй, алло, Тета? Эпсилон, в чем дело? Нам нужна прямая связь с Хизер, то есть с инженером по обслуживанию. Волчик. На прямую связь установить почти невозможно. Ретрансляторы Ломар сейчас практически не работают. Можно отправить сообщение через центр связи. Если что, я здесь практически всегда могу передать вручную. Понимаю, система хреновая, но вот так вот сейчас. Ладно, пока что справимся, до связи. Алло, Питер, да? Я тут, в чем дело? Мы уходим. Я хотел передать, что сегодня будут закрывать центр связи, так что больше мы на связь с вами не выйдем. Если через пару часов нас не будет, высылайте кавалерию. Подождите, что происходит-то? План прежний стал? Да, мы идем к шаттлу и едем на нем прямо к Тете. Ладно, понял. Соберу людей для торжественной встречи. Рад это слышать. О, испандер чей-то валяется. Можно баловаться с ним всячески. Так, меня не покоцали, кстати. Ну, можно палец засунуть на всякий случай. Пунь. Это почуть видно. Давай. Связь с Ломар прервана. Требуется ввод данных вручную. По очереди, что ли? 22:01. Ой. 22:01. Невозможно вызвать абонента. 22:02. Ага, то есть это как на радаре надо найти эту штуку. Частоту надо найти. Чем я, блядь, занимаюсь вообще? Надо частоту узнать. Ну, о чем дело. Конкретика нужна. Может, по записулькам пройтись? Ну, это вряд ли. Тут частоту не пишет. Ну, это вообще ни хера не работает. Либо отсюда выходить надо вниз, там где этот уёбок бегает. Либо попробовать еще просто. Покрутить, повертеть. О. Вот он. Случайно. Но получилось. Подключено. Здесь есть кое-что получше. Вот. Что получше? Чё? Трубка связи. (22:03).
Эй, вы там? Я нашел купол. А, так-то лучше. Вы Саймон, да? Джаред. Саймон Джаред. Здравствуйте, я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Я надеялся, вы мне расскажете. Может, и смогу. Что вы хотите знать? Да много чего. В смысле, где это я? Как я сюда попал? Почему тут роботы говорят как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы там раньше были? Где вы работали? Гримуаре, город Торонто. Это так важно? Нет, я на Патосе 2. Где вы работали? Я не знаю, что это такое. Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, все было очень неожиданно. Вы людей видели? Персонал, техников? Только роботов. Сумасшедших. Это все очень странно. Мягко говоря. Что это было? Эй! Что происходит? Тут, кажется, скоро все рухнет. Что мне делать? Саймон, вам нужно на Лямбду. А как туда попасть? Все станции соединяются в сеть шаттлов. Найдите шаттл и приезжайте, я буду ждать. Короче, тыкайте, глупцы. Чё, куда мне? Вниз куда? Бля, а мне не дали. Значит, по скрипту все действует. Окей. Ну, по идее, помещение это закрытое, и как бы в воде деваться некуда. Я думал, сейчас через дырку где-то выплыть. Что? Какого черта? Как такое возможно? Так, ну руки у меня человеческие, а теперь не очень. Это безумие. Пока странно, но мне кажется, то, что все-таки у него хоть и руки человеческие, но все равно, мне кажется, он киборг. Или что-то в этом роде. Ну, слышно дыхание. Прыгать умеет? Вот так закрыться. Красота-то какая. Лепота. А по прямой куда-то. Довольно-таки быстро я передвигаюсь по дну, как человек. Лямбда, надо найти лямбду. Как человек под таким давлением очень быстро бегать не может. У него типа костюм должен быть и все такое. Тут очень странно пока. Ну, естественно, режиссер, сценарист дает знать тебе не больше положенного. Цепелин транспорт. У нас, кстати, на комбинате тоже есть фирма Цепелин. Они у нас всякие погруз, ну, технику всякую привозят. Сотрудничают, короче, всячески. Давай сюда сходим куда-нибудь. Надо лямбду найти. Где это лямбда, хер его знает. Если прям прописана вот эта вот механика беготни под водой, то это будет не в первый раз. Еще будем бегать. К тому же проскочило сохранение, так что идем в верном направлении. Отвечайте мне, Страски. Ну же.
Эми, ты где? В полях. Мне пришлось идти, а Карл с тобой? Все пошло к чертям. Подожди, ты подачу энергии автоматизировала, тест безопасности? Нам нужна энергия, чтобы станции работали. Да в жопу энергия. Иди в жопу, страстки. Машину убили Карла. Ох, черт, ладно, успокойся. Все будет нормально. Ты можешь вернуться на Тету? Думаю, да. Пойду к шаттлу вспомогательному. Удачи, Эми. Держу кулаки. Может быть, чтобы на лямбду попасть, мне надо какой-то шаттл найти? Так же, как и баба искала. Ну да, естественно, тут коридор. Тут постоянно ходишь по разным коридорам, просто либо под водой, либо в комнатах, ну, в металлических стенах. Твою мать, откуда ж такая, чего? В сторону пойдем. Кто здесь? Это лямбда? Не очень-то похоже. Это какая-то пипка, я не знаю, самогонный аппарат какой-то. Дедовский. О, кстати, я могу повыше забираться. Ну, только это бесполезняк. Надо туда, где робот стоял. Сколько это уже длится? Я знаю, что ты здесь. Я тебя слышу. Ну и слышу. Эпсилон Б. Ладно, лямбда. Эта штука, возможно, даст быстрее мне перемещение. Нет? Здорово. Кто такой? Ты зеленая точка, чувак. Эй. Короче, пошли по прямому. Что мне это дадут сделать вообще? Прыгать он не может. Плавать тоже. Чисто бегать по дну. Это странно, но окей. Не заблудиться. По кишкам поедь. Че за мной летать? Че его? Дальше. Что? Вот, какой-то робот долбит большого робота. Может, даже где-то что-то нажать надо. Платформа выехала. Пока видимость не особо, конечно. Чё качает? Нефть, наверное, ворует. Они меня заберут, как инопланетяне? Ну, нет, не похоже. Чё делать, куда идти, хер? Вот тут свет не горит. Что так? Да бы хуй вообще, что там, какие-то огонечки. Это хрень. Прошло автосохранение, значит, мы сюда. Open. Откройся.
Серьезно, резаком? А чё, нажимаешь на кнопку и начинаешь вырезать дверь. Нахрен тогда на кнопку нажимать? Можно было просто этой штуке сказать, чтобы он вырезал. И все. А потом он типа заварит за мной. Ну спасибо, малыш. А потом он за мной эту дверь-то заварит. Да хуй там, он в обитель свою дрон. Че, заходи. Проведите омни инструментов. А теперь дверь заработала. Ну, сейчас и вторую дверь открою. Че, открывайте. Открывай, сова, медведь. Будем надеяться, что шаттлы еще работают. А, возможно, мне только отсюда надо попасть на шаттл, который меня вот в эту лямбду отвезет. Давай, наверное, прервемся, да, на перекур. Сейчас я подойду. 3 минутки. Не отключайтесь.
О, фонарь. Where did I get a flashlight? Как я? А откуда у меня фонарик? Он, наверное, в очке его прятал. Отключить? Включить. Ну, хоть так. Видение. Таски. Это, отвечай. Что? Я не могу. Таски, я у шаттла, но тут все плохо. Свет мигает, как сумасшедший. Кажется, регулятор сломан. Его надо починить. И ясно. Идем чинить регулятор. Сначала надо палец сюда сунуть. Ха-ха. Нехер пальцы пихать куда ни попадет. Боже мой, да какого черта? В следующий раз она меня сожрет. Полностью. Руку оттяпает. О. Чпок. Нехватка энергии. А теперь... Надо еще раз туда член засунуть. Работает? Да. Дорогая, я дома. Че, пожрать не приготовил? Записочки. Болтики, шпунтики. Ага. Это гамма. Это тета, по-моему. И эпсилон. Как-то так, по-моему. Римские цифры. Но я их визуально запомнил. Буквы, названия могу путать. Что, не работает? Замуровали демона. Так, я оттуда пришел. Вот сюда мы сейчас сходим. Туда можно протиснуться. А здесь, наверное, ну никак, да? Да. Тогда садимся на карты. Достаем семки. А, ну да, другая кнопка. Не могу еще привыкнуть, то что садиться на Ctrl. И чё? Кто-то у бабы сосет. Ну-ка давай. Хватит питаться за счет женщины. Сукин сын. Не трогай тёлку, ублюдок. Ублюдок, мать-то. Костюм у тёлки такой же, как у меня. Я так понимаю, она живет с помощью вот этих легких, искусственная вентиляция, что-то в этом роде. Поговорим. Эй, вы! Не бейте. Я могу помочь? Оно не даст мне умереть. Это запрещено. Что случилось? Несчастный случай, энергоснабжение. Я шла на Тету. Если увидите Мастерс или Холланда, скажите, что мне нужна помощь, ладно? Эми нужна помощь. А я могу сразу отключить ее? Ха-ха! Не. Черт, вы там как? А что, не видно то, что ее прет уже? Вы в порядке? Не знаю, я хочу домой. Но в таком виде тебя домой не пустят. Я бы не пустил. На, попей канистры. Прикрыл бабу. Никто не заметит. Чего? Эпсилон, станция шаттлов Б. Питание нестабильно. Основные системы выключены. Пути включено. Безопасность отключена. Выдергиваем второй кабель. Нахуй пошло. Телка не желез. Твою мать. Тут можно нажать. Не можно. Все, ну, баба подохла. Она, в принципе-то, не желез была. С такими-то легкими, как бы. Точно нет. Сейчас меня должны немножко покошмарить. По законам жанра. О, и дорога открылась.
А. Нет, я оттуда пришел. Ну-ка. Дернем. Туда-сюда, и все работает. Туда можно залезать, да? Че не открывается? Я туда хочу. О, ну она сама открылась. Дверь никак. Нам только сюда. Сейчас мы свою штучку приладим. Надо сначала вот это почитать. Затапливаемый шлюз ПАТОС-2. Набор для ремонта. Дуплексный насос. Универсальный очиститель. Набор вентилей. Прокладки. Ударный гаечный ключ. Универсальные трубы. Список инструментов каких-то. Давай, сейчас мы поедем туда, куда надо поехать. Активирован шаттл G6. Че? А где рычажки управления, руль хотя бы? Или просто ты садишься и в тупую едешь? Да. Давай, поехали кататься. Надо что-то нажать. Кому-то что-то сделать. Давай, поехали уже. Так, кнопочка. Ничего. Тумблер. Раз. Два. Ага. То есть это, видимо, сцепление с рельсами, потом освещение и закрытие дверей. Поехали кататься. Пип. Карта шаттла. Ну. Глубина 99 метров, кстати, всего. Персонал 9 человек. Стол 7 метров. 96. 64. 153. 185. 4000. Тау, Фи. Лямбда. Ну ясно, это, короче, типа хаба, короче говоря. Мы отсюда будем туда-сюда по разным станциям шакалить. Вы находитесь здесь, то есть я нахожусь в Эпсилоне. Мне нужно в Лямбду. Давай. Вот эти вот все локации будем обходить. Будем зырить все. Ну, немного, 4 штуки. Добро пожаловать на ПАТОС-2, вашу дорогу к звездам. То, что началось в 60-е годы как проект по бурению, позже превратилось в базу для космической пушки Омега, самого доступного в мире способа запускать спутники и зонды для исследования космоса. Наше уникальное расположение в Атлантическом океане позволило разместить здесь гигантскую электромагнитную пушку, длина которой превышает марафонскую дистанцию. Пушка позволяет безопасно запускать снаряды. Станция разделена на несколько площадок, на ней трудится разнообразная команда инженеров и ученых. Вместе они способны производить, собирать и запускать самые совершенные в мире космические корабли. Кроме наших основных операций на ПАТОСе-2 также проводятся многочисленные исследовательские проекты в области океанологии, в том числе и по гидропонике, турбулентности, глубоководному строительству. Сейчас мы покидаем станцию Эпсилон и отправляемся на Лямбду. Станция Лямбда – это транспортировочный узел ПАТОСа-2 и его пристань. Оттуда идут поезда ко всем другим станциям и транспорт на поверхность. Понятно. Ну, хоть заняли чем, пока я еду. Ну, естественно, транспорт будет не работать. Будем туда-сюда бегать по этим станциям. Вообще все сломалось. Все, вылезаем, накатались. Надо пипку только свою забрать. Оп. Все. Выпускайте. Может быть сзади? Я фонарь включу. Какие-нибудь двери-то работают?
Вот суки. Здорово пожелает Колопендра. Пожелаю скалопендра. Здорово всем. Ни хрена у них выход прикольный. Я хочу так из дома выходить. Рычажок дернул, и дверь вылетела просто с корнями. Как наше ничего? Да, отлично. Вот осваиваем игру Сома. Скалопендра. Как ваше ничего? Осваиваем игру Сома. Не проходил, не знаю. Пока вроде забавно, ну, по крайней мере, сюжет интересный. Бегаешь, пальцы куда ни попадя запихиваешь. Теперь он делает ей фистинг. Ну, отлично вообще. Пальца уже одного мало. Я, видимо, дырки привыкли уже. Ща, бля, как долбанят. Понятно. Ща как под давлением бахнет дверь. А чё, никак? Ну да, не открыть. Как только двери под давлением, они сразу же заклинивают их. Шли обратно. Может, там где какой выход будет. А. Ну, это не работает никак. Дальше. Стой. Бля, тут не выбраться, походу. Странно, с одной стороны у тебя дверь нерабочая, а с другой стороны тупик. Что они делать предлагают? Наверх мне просто дури не хватит запрыгнуть при любом желании. Как-то по бокам залезть в дырки какие-то. Ну, давай повнимательней. Может, какая-то шахта будет или еще что-нибудь в этом роде. Вот сюда прибор-то свой волшебный нельзя приладить? Никак. Ну ок. О, выход. Так, говорю, надо чуть-чуть повнимательнее посмотреть. Все найдется. Все, полезно. Та-та-ра-та-та. Та-дан. Та-ра-та-та-ра-та-та. Та-дан. Все в каких-то грибках, я не знаю. Грязь. Чернь. Ладно, пошли. А что он достал? О, сюда можно пришпандорить. Меня сейчас тут утопят нахрен. Ну вот, опять. Так, а вы шлюз-то этот открыть не хотите? Вот этот вот. Эй! Доступ разрешен. Персонаж вообще, короче говоря, не парится с тем, то, что одеть акваланг, не снять акваланг. Что-то тут не то. Не просто так он не боится перемены давления и так далее. Где доктор? Пойдем, наверное, по светлячкам. Я же лямбду найду, да? Хотя тут океан, конечно. Я чувак вообще без понятия, что ты найдешь. Но явно приключение на свою жопу. Я говорю, мы тут по днищу будем бегать до хрена. Ну как до хрена? Относительно. Ну, опять нужно какой-то люк искать. Бомболюк. Чтоб прям это. Дверь открылась. 350 метров глубина. Вот такой глубиной, я не знаю, это как это может быть волшебный у него скафандр, но
Как он может под таким давлением перемещаться, бежать? Вот вообще, его ничего, давление не сковывает его никак движение. Это странно. Вывеска горит. Лямбды. Ну, значит, где-то тут проход должен быть. Куда все делись? Что это там шумит? Это я, блядь, шумлю. Пошел в очко от меня. Иди-ка сюда. Get over here. Гарный робот. А Скорпион. Молись, мелкий паршивец. Ну, конечно. Не знаю, пойдем по фонарикам. Ну, там, кажется, проход. Да. Ход где-то рядом. О, что-то похоже. Только я должен был вот так сюда зайти. Менее по-варварским путем. Это, наверное, лямбда. Где сейчас Кэтрин? Я там не будет. Спойлер. Как? Пикнул своей штучкой. Пока полезный инструмент, пока без проблем пускает во все двери. Потом, наверное, дадут какие-нибудь другие карточки, чтобы другие двери открывать. Возможно, надо будет побегать между станций. И чё? А, ну вот, я с этой стороны, наверное, да, подходил? Нет, там другое было помещение. Ладно, пойдем, мне вперед. О. Ты не подходи, это важно. Нет. Кэтрин, это флешбеки. Тише, не смотрите на него. Угу. То есть таким образом, короче говоря, он меня задамажил. Вы в порядке? А то мне помощь нужна. Без понятия, вообще в порядке я или нет, но где-то этот биоробот какой-то. Так. Штучки, свистульки всякие. Сюда надо свой инструмент приладить. Вот вы где. Хорошо держитесь? Нет, только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику. Я была человеком. В голове не укладывается. Все просто бред какой-то. Я сдаюсь, ничего не осталось. Успокойтесь, еще не конец света. Точно? А вообще-то похоже. Я так понимаю, что только я и остался. Вы это о чем? Я же тут. Вы поймите правильно, хотел сказать, из людей один остался. Вы сами-то себя видели? Выходящий, говорящий водолазный костюм с электронной начинкой. Я? Нет. Вы не хотите об этом думать? А пора бы. Я не хочу больше ничего делать, не хочу так жить. Я хочу уйти. Пока вы не наделали тут дел, можете мне помочь? С чем? Я пыталась выяснить, что происходит с моим проектом, пока это там бал, что-то там не... Проектом? Да кому нужны проекты, если ты знаешь, что ты глупый робот в глупом мертвом мире? Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы меня починили, чтобы я снова могла работать. Потом можете дуться сколько хотите. Вы же шутите, да? Я раньше себе машину времени соберу, чем вас смогу восстановить. Мне нужен доступ к компьютеру. Так, это у вас умный инструмент? А, ключ от двери, я его на Эпсилоне нашел, там где очнулся. Он как раз подойдет, ставьте его в терминал. Ладно, как скажете. Понятно. Когда инструмент загрузится, ставьте в него мой мозговой чип. Что за чип? Вы поймете, он наружу выйдет. Берите его и вставляйте в инструмент. Ну же, все, мне больше ничего не нужно. Ладно, как скажете. Я бы лишний раз, конечно, не пихал свои инструменты в непонятные отверстия. Ну ладно, раз уж просят.
Активирован терминал лямбды номер 27. Омни-инструмент готов. Тут ничего сложного. Подберите микросхемы и вставьте в омни-инструмент. Почему схема из робота? Это стандартный разъем. Кэтрин, как? Давайте попробуем. Чё? А откуда эти микросхемы-то повылезали? С какой стороны? Просто мне не видно было. Мне похилиться бы не мешало, конечно. Так, ну они должны быть похожи на ту штуку, где я уже доставал такие микросхемы. Не то. Причем вроде как в этой же комнате все появилось. Хер знает, давай повнимательней. Стучек, дивочку отсюда нахер. А, вот. Вот он. Теперь его сюда надо поставить. Да. Найден пользовательский инфофайлочип. Помощница Джейн отключается. Всего вам хорошего. Ем туда почти входит. Странное чувство. Я в инструменте? Спасибо. Так, а что у нас за проект? Мой проект, я сохранила всех людей на станции в виде образов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти, ну вот от этого всего. Город Электросса. Alien Isolation на минималках. Ну да, возможно, ну, по крайней мере, геймплей, механики очень похожи, за тобой сталкеры носятся. Единственное то, что не один чужик за тобой бегает, а их несколько, короче. В принципе, пока все. Также какие-то крутилки, сверстелки, переделки туда вставь, тут покрути, почитай записочки и будет все. Вы говорите, что собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми. Да, сначала это был просто особый проект, но когда упала комета, все стало серьезнее. А потом дошло до того, что ему дали официальное название — Ковчег. А что, логично. Далеко он у вас подвинулся? Не знаю. Вот это моя версия. Ну, это из очень раннего сканирования. Живая Кэтрин вполне могла уже закончить проект и запустить его. Она еще даже может быть жива. Странная мысль. Значит, говорящие роботы это тоже вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае они были бы разумнее. А вот, наконец, что происходит? Мне удалось восстановить часть данных резервного сервера. О, вы можете сделать мне одолжение, зайти в другую комнату и посмотреть, в каком состоянии я файлы проверить не смогу. Мне нужно знать, что Ковчег в безопасности. Конечно, Кэт. Спасибо, я открою вам дверь. О, хрена он вообще ей доверяет? Это искусственный интеллект. Что вы там говорили? Да, я пришел на томографию, а потом раз и уже здесь. Ничего не понятно. Как? Зачем сюда кто-то принес образ из Торонто? Это еще что? А если я вам расскажу, что томография была в 2015-м? Ого. Но она, сучка, промолчала. Это, во-первых, будущее. Во-вторых, проверьте компьютер в другой комнате. Хорошо. Во-вторых, я думаю, что главный протагонист, он все-таки тоже робот. Типа никто не выжил. Остались только роботы, короче, и все на Земле. Ничего не понимаю. Вы что-то сказали? Простите, все пытаюсь понять, как вы сюда попали. Отлично, мне бы очень хотелось узнать, кто придумал отправить канадца на дно моря. Ну да. Нет, я буду, конечно, приятно удивлен, если мои догадки не подтвердятся, и этот чувак, ну, не робот, допустим, там что-нибудь другое. Ну, человек, может быть, киборг какой.
Я не знаю. Вам пора прекратить привлекать к себе внимание. Хорошо, я ничего не трогал. Кто-то в дверь долбится, по-моему, да? Давай откроем. Саймон, кажется, он вернулся. Осторожно, я не знаю, выдержите ли вы еще удар. Нет, не выдержим. Тут 2 удара за игру можно получить. Это я уже уяснил. А что тут случилось? Существо как было каким-то слишком властным. Да, оно буквально взорвалось электромагнитным излучением. Это для вас плохо, да? Как минимум неудобно, сильно нарушает восприятие. Ну, сюда вряд ли. А, вот эту кнопочку тыкнуть. Хотя подожди. А, ну да, я вот отсюда вышел. Туда прошел. А здесь вот этот коридор. Еще обратить внимание, нигде нет зеркал, все зеркала разбиты. Чтоб сюрприз потом в конце игры тебе устроить. Я вот точно не знаю, что это за штуки. То ли это хилищи какие-то, ну, то есть твои инструменты восполнения жизни, то ли это какие-то квестовые предметы, которые только... Что случилось с башней? С пристани... Какой башни? О чем вы говорите? Там все в развалинах, на всех камерах помехи. Это так странно. Катюх, я не в курсе, что за хрень вообще. Может назад надо? Я, кстати, забыл, о чем она у меня просила. Я же просила, проверьте компьютер в другой комнате. Понял, принял. Но это же не тот компьютер, да? То есть вот это вот фактически было тело Катюхи. С искусственным интеллектом. Саймон, ничего не важно. Компьютер в другой комнате. Какой компьютер? Тут иногда очень странное понятие компьютера. Но это же не оно, да? Вот компьютер. По крайней мере, в моем, блядь, понимании компьютеров. Ну и все, я потом выхожу. Это вообще сортир. Ну-ка, вот так вот, если присесть, я могу? Нет. Соседний, говорит, в комнате. Бля, ну тут труп Катюхи мешает. Подойти сюда нормально. Нет, кнопки точно не рабочие. Они бы выделялись. Говорит, в соседней комнате. А, подожди, может быть я здесь какие-то... А, вот тут я комнатки 2 аж пропустил. Ну, это какая-то каюта чистая. Чисто тут спальный райончик. И сюда. Какой из этих? Подожди. Прежде чем тыкать куда ни попадет. Проверить компьютер? Да, посмотрите, есть ли что-нибудь по ковчегу. Это вот сюда надо. Подожди.
Лямбда HQ. 250 метров. Ну, а с этим вообще никак нельзя взаимодействовать. Туда-сюда. Установлены данные ковчег. Сейчас, наверное, еще будет немножко лора. Опрос мнений. Собеседование 1. Робин Басс. Вас интересует ковчег? Я сначала не видела смысла, а потом подумала, почему бы и нет, верно? Но если мы можем сохранить хотя бы частичку себя, почему бы не попробовать? Значит, вы одобряете? Я думаю, этот проект для нас очень важен. Слушай, в мультике Валли было что-то подобное же. Они же там тоже на ковчеге куда-то летели. Подожди, вроде Валли. Да, Валли, мультик. Они же там тоже куда-то летели на ковчеге потом, чтобы восстановить цивилизацию и так далее. Йен Педерсон. 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 Отличная фамилия. Что вы думаете о ковчеге? Отличная идея. Наконец-то у нас будет занятие, верно? Верите ли вы в вероятность проекта? То, что ковчег достигнет космоса? Определенно, шансы есть. Вы уже решили главную проблему, как всех нас тут собрать? Теперь нам остается только построить эту штуку и надеяться, что Фи еще работает. Да, я думаю, шанс у нас есть, но будет непросто. Кстати, вот, 8 июля 2103 год. То есть у нас чувак очнулся спустя 85 лет примерно. Что вы думаете о проекте Ковчег? Это абсолютно невероятная идея. Заставляет переосмыслить саму природу человека. Почему вы так думаете? Я убежден, что под внешней оболочкой есть что-то гораздо более ценное. Вы дали нам платформу, которая не ограничена рамками обычной цифровой техники и дает нам возможность настоящего выживания. Я искренне верю, что мы можем продолжить свою жизнь, обеспечив непрерывность. То есть, загрузив свое сознание в один объект, во второй объект и так далее. Ну, типа с помощью робота. Примерно пока так объясняет Ковчег. Это из Ковчега? Да, ранние варианты виртуального мира. По виду куда уютнее, чем здесь. Согласен. Ну, прям рай. Ковчег чертежи. Ёбань какая-то. Ну, кстати, подожди. А, нет. Солнце, Меркурий, Венера, Земля. Максимальная дистанция, что-то там для перформанса какого-то. То есть они орбиту Солнца, Земли и так далее нарисовали, чтобы что-то сделать. Квалификация, опрос 03. Здравствуйте, если вы читаете это сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного вопроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти к непосредственному вопросу. Я чувствую себя, как вы описали свое физическое состояние. Нормально. Психическое состояние. Нормально. Как вы описали свои ощущения? Нормальные, как ожидалось. Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую свое онемение. Чувства притупились, у меня исчезло одно из ощущений или даже больше. Нормально. Как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Оно мне нравится, оно мне не нравится. Я не могу успокоиться. Это кажется искусственным. Я в депрессии, не могу отделаться от чувства, что все кругом не настоящее. А мне все кажется искусственным.
Наверное, не так надо было. Но не суть. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Нет, все хорошо, немного. Кажется, я иногда не смогу найти себя. Никогда не смогу найти себя. Да, я тяжело переживаю утрату в своей прошлой жизни. Мне все равно, какой у меня облик, лишь бы я смог жить дальше. Да, нет, давай на 4. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямое продолжение предыдущего, как новую главу своей жизни, как будто мне удалось родиться заново, как нечто совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью. Новая глава своей жизни. Сколько интересных вопросов мне надо ответить. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной того, чтобы ее прожить? Возможно, получится найти смысл в этой новом мире. Нет, он слишком нереальный, похоже. Давай, наверное. Так, 1. Верно ли вы, что вы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Возможно. Мне надо об этом подумать. Будем нейтральны в этом вопросе. Ваши ответы сохранены. Благодарим вас за участие, команда проекта Ковчег. Возможно. Возможно. Если это все очень хорошо продуманная игра, то она как-то будет по отношению к этим вопросам давать какие-то другие варианты. Возможно. Но не факт. Ну, Венера, Земля, Меркурий. Я нашел следящий прибор. Что же, умно, теперь интересно, это я додумалась? Он еще работает? Мне нужно знать, в каком он состоянии. Кажется, да, по крайней мере, что-то делает. Где он? Подождите, я пытаюсь его найти. Хоть бы он что-то там был рабочий. Надо что-то нажать? Ковчега в данном секторе нет. Ковчег находится в пределах этого сектора. Он на Земле, ёпта. Выберите сектор для сканирования. Слушай, а возможно мы тогда не на Земле находимся? Пока не знаю. Выберите сектор для сканирования. Но... Тут чисто наугад. Нет. Он, кстати, где-то рядом. Steam. Вот. Ковчег находится в пределах этого сектора. Выберите сектор для сканирования. Нет, не на лямбде. Вот это? Нет. Микрон. Тоже нет, но близко. Вот тут. Нет. Тау. Да, далековато. Ковчег тоже тут находится. Выберите сектор для сканирования. Зачем я этим занимаюсь? Что за хрень вообще? Ну давай. В точку сразу же. Ну понятно. Самая жопе мира. Я нашел. Он на станции под названием Тау. О нет, она на Земле. И так близко к Фи. У них почти получилось. Черт, в таком состоянии он долго не протянет. Максимум лет 20. Маловато для создания будущего. Если мы туда доберемся, сможем попасть в Ковчег? Да, наверное, но я сейчас не очень транспортабельна. Дотащим, что? Она много места не занимает. В коробчонке сидит себе, повякивает. Что? Ковчег обнаружен. Станция Талу, Розарет. А, наверное, типа, все человеческое сознание, ну, по крайней мере, нескольких людей сознание находится как раз вот в этой точке. На Земле. Где я нахожусь, я не знаю. Наверное, на Земле только. Я вас отнесу. Я могу двигаться, прыгать, плавать. Ну, вроде как. Если вы сейчас в этом ключе в Омни-инструменте, я вас туда принесу, и вы мне скажете, что делать. Звучит очень рискованно, да и не хотелось бы мне, чтобы вы меня носили. Бросьте, Кэтрин, вы же этого хотели, это ваша фамильная миссия. Финальная миссия. Вам нужно будет найти способ спуститься в бездну, на подъемнике нельзя спускаться без что-то энерго каких-то штук. Наверное, придется идти на Тету и молиться. Значит, будет не близкий.
Ну, понятно. Look around. Это нагляди, что нам еще остается? Maybe there's still a working Может, shuttle есть еще thing. действующий поезд до Теты? Сомневаюсь. Вы пока осмотритесь, когда будет нужно, я туда пойду. Хорошо, сейчас я отсюда вылезу. Не забудьте меня забрать. Я не забуду. Can I pull the Omni tool out? Можно инструмент вынимать? Стоп, стоп, стоп. Ладно, можно. Только не забудьте потом опять подключить куда-нибудь. Удачи, Саймон. Короче, пока она ищет путь до этого ковчега, ну, то есть путь к какому-либо поезду, ну, вагончику, неважно, короче, для перемещения к этому. Теу. Короче, куда нам, в пункт назначения, куда надо, она ищет путь, а мы пока будем ходить, бродить, потом ее подключим, и она типа должна сказать, куда нам точно надо. Я не совсем уверен, что правильно иду, но возможно. Может быть, мне там надо было оставаться. Давай вылезем. Что за все красненькое? Ну, давай доберемся, посмотрим. Во. Что? Что это? Спасательная капсула Кьюри, номер 4? Эй, Саймон, вы меня слышите? Я вас слышу, вы можете запустить эту штуку? Минутку, сейчас попробуем. Ой, капсула, воду только отсосайте. И поедем. Это вряд ли, да, получится? Капсула старая. Простите, не видит. Попытка не пытка. Это капсула с Кьюри, с корабля, который ходил между Лямбдой и Лиссабоном. Кажется, рядом и сам затонувший корабль. Может, внутри будет еще одна капсула? Вроде, хороший план. Я сохраню охранную информацию и обновлю Omni-инструмент. Вот теперь должно помочь. Окей. Ну, понятно, значит, выходим отсюда и ищем большой сначала корабль. Я знаю, где он. С подобными капсулами. Так, я оттуда пришел. По логике вещей мне просто куда-то прямо. Может быть, конечно, даже и назад, но не обязательно. Причем вроде как сказали, корабль где-то рядом. Блин, а нет, я вот отсюда как раз пришел. Я шел прямо. Потом увидел эти огоньки, повернулся и вот дальше тут и бродил. Здесь я зашел. Тут находится капсула, значит мне направо. Вот, а там как раз от мудак плавает. По огням идти. Да, сюда и не получится. Ладно, пойдем по огонькам. Что, не зря тут любезно все подсветили тебе. Угу. Опять этот утырок, который там по кораблю бегал. Это пузатый мужик с глазастым этим аквариумом на бушке. Давай, открывай свои штучки. Оп. Все, дорогая, я дома. Вот сюда. А ничего то, что вот серьезно, давление как бы, да? Двери ржавые, сколько лет неизвестно, они уже тут стоят. Нормально, все крутит, открывает. Киборг, блять. Киборг.
помноженный на вечность. Что ты такое? Ну, то, что он не человек, это, по-моему, очевидно. Я имею в виду главный герой. Уж больно он быстро костюмчики переодевает под давлением, дверки трогает. И 85 лет прожил, сидя на стуле. Все, полетели по прямой. Да. А, идите вы в очко. Что-то тут такое себе по скримерам вообще. Как-то несерьезно пока. Вот сюда, наверное. Думаешь, мужик пузатый появляется. Ну и что, я должен обоссаться теперь? О, там акула плавает. Вот акула страшнее, по-моему. Ищем вход. А вот и он. Ну, ок. Да, ебать тут. Шрёдингера, да? О, лестница. Давай. Не понимаю, он перевернутый, что ли? Да, нет, вроде. И до лестницы нормально. Здрасте. О, работает? Работает. Ну, а мне только сюда. Возможно, мне не зря акулу показали. Может напасть. Так-то. Хотя отбиваться все равно нечем. Нет, это чисто для декора акула было. Так, ну, бери. Чик. А, я думал, покрутить надо задвижку. Я уже на работе привык такие вещи крутить. Все, мы прошли. Надеем, найдем целую капсулу. Подождите, еще даже... Он даже еще капсулами не пахнет. Он под давлением тут ходит в воде по какому-то металлическому кораблю. Все, говорит, мы капсулу нашли. Какую капсулу? Он даже их не видел. Может, их нету вообще. А может быть, они сломаны уже 10 тысяч лет назад. Деловой. Небо все от черного дыма. Океан темен. Невероятно темен. На расстоянии видна земля. Судя по навигации, это Лиссабон и берег Португалии. Призраки жизни есть? Хоппер, прием. Горит, все горит. Пламя достает до неба. Нереально. Нет, ничего, только сплошной огонь на континенте. Подожди, сюда рано. Ну, давай я сюда загляну. Опять мужик. А можно его закрыть? Нет? Ну ладно, пошли сюда. А, я думал, это скример просто. Догнал. Ну ладно, я особо не убегал, конечно. Давай, сейчас сюда зайдем обратно. Очухиваюсь я на картах сразу же. Я просто проверю, может быть, мне сюда даже и не надо. Эй, а перелезть? Ясно. Сейчас он меня тогда вырубит разок. Пойдем. А нет, он даже не догоняет. Какой-то странный моб. Ладно, похер вообще. Не сюда.
По фонарикам надо двигаться. Походу. А, идешь ты. Он там что-то пытается догнать за жопу, сгрызть меня. О. У него сиськи висят. Кстати. О, мы сейчас палец сюда засунем. И все, я буду киборг, помноженный на вечность дважды. Но он не исчез. Он сзади. Не успел. Но я не знаю, как из комнаты в закрытом помещении от них убегать. Это странно. А он там вныкался, да? А, я понял, что за дверь. Блять. Тут тупик, тупик. F14. Кстати, фонарик же есть. Точняк. Мы ищем ковчеги. Но я бегаю как-то вообще не, по-моему, даже не по этому этажу. Угу, он там стоял. А пришел я отсюда, получается. Не дает падлу пройти нормально. Да, вот в этом ошибка. Еще раз он мне может треснуться. Да? Бля, ну я теперь хромаю, единственное что. Чувак. Ну ты чё? F14, F13. Давай на F14 пойдем. Может, я какую-то лесенку пропустил, я не знаю. Может, какой-нибудь люк, дверь. Давай 13 сходим. Скорее защищаться тут ничем не дадут. Кстати, чувак пропал. Главное, 2 раза меня грызанул, короче, и исчез. Причем, походу, окончательно. Понятно. Да, он бы сразу за мной погнался. Единственное, он может потом только появиться, если я как-то буду идти по сюжетному верно. Так, и вот эта штучка. Оп. В какую сторону? Ну вообще по часовой ты. По часовой закручиваешь, против часовой откручиваешь. Ну и тут нехер ловить стопудово. Вот чика какая, нарисованная. Какой-то матрос на нее передергивал, яростно терзая свой крошечный болт. Да, возможно, этот жердяй, короче, опять появится только потом. Когда я сюжетно как-то верно пройду. Вот, 2-й этаж. Туалет типа сортир. Мэйжо. Ну тут ничего собирать не надо. Инвентарь как такового у меня нету. Так что это просто спокойное, скажем так, приключение. Без всяких лутов, инвентарей. О, опять. Ну, значит, верно иду. Пойдем сюда на красной кнопочке какие-нибудь. Понажимаем. О. Капсула нашлась. А, что? О, вы смогли. Так-то лучше. Посмотрим, что у нас получится с этой штукой.
Подождите, капсула блокирована предохранительными замками. Вы шутите? Ситуация чрезвычайно некуда. Корабль на дне моря. Загляните в машинное отделение, посмотрите, что можно сделать. Может, механизм отмены есть. Чудовище, как те, что мы видели на Лямбде. Тем более надо поторопиться. Что? Да ладно, вы же с опытом уже на них не смотреть. Близко не подходить, проверять схемы. Хорошо. Надо отсюда выбираться. Знаю. Что-то стабилизирует корабль. Надо дать ему понять, что здесь авария. Объясните кораблю, что у него авария. Понятно. Тогда выпускайте меня. У меня, кстати, эту пипку забрали. Дверь открываю. Надо нам искать сейчас машинное отделение. Что-то в этом роде. Надо палец куда-нибудь засунуть, чтобы это побыстрее перемещаться. Тупик. Кстати, по-моему, я видел его пенис. Меня убили. О, нет. Один хрен, сейчас сохранение с капсулы пойдет. Херня тут эти сталкеры, короче, полнейшие. Ну, бегает он, ну и что? О. Теперь и я буду перемещаться быстрее. Вот и машинное отделение. Команда, внимание, говорит капитан. Последние попытки остановить комету потерпели поражение. Столкновение неизбежно. Так. Они же говорили, да, вроде на него не смотреть. Команда, внимание, говорит капитан. Последние попытки остановить комету потерпели поражение. Столкновение неизбежно. То есть комета долбанулась на Землю куда-то, я так понимаю. Блин, может его как-то вывести отсюда? Не дает нормально комнату осмотреть. Ну, я понял хотя бы куда мне. О. Давай. Сыпать. Его что тут нет? Ну, он вот прям за стенкой стоит. По прямой, если смотреть. Бля, он съебывает. Вот урод. Ну а так он, блядь, ничего не видно. Твою мать. А тебя возрождает, причем с одним ударом. Это странно. Обычно тебя поднимают же, когда у тебя типа полное хп. Разве нет? Так. О, вот это можно открыть. Только он, блядь, не дает это сделать. То есть его надо как-то с этой комнаты, я так понимаю, они предполагают, чтобы я выманил его с этой комнаты и сам туда зашел, пока он ходит, меня ищет. Либо вообще не сюда. Но кроме этой комнаты я, в принципе, больше ничего интересного не вижу вообще. А, конечно, пробздимся по кораблю, но вряд ли. А отсюда пришел. Отсюда я поднялся на второй этаж. Вот тут. Причем-то этот урод, он только в этой же комнате находится, его как-то надо, я не знаю, чем его выманивать вообще. Так, вот он. Серьезно, блядь, он портуется еще? Это не страшно, это тупо.
Хотя, в принципе, валенный Изолейшн там тоже чужой на тебя сразу же бросался почти. Как только заметит. Ну, нехер, говорят, что там делать. Зачем брать некоторые вещи? Вот, они же бесполезны вообще. Ну что, ты можешь в него вот так вот ее кинуть или что? Давай дверь закрою. Допустим. Ну вот, я спрятался. Он сейчас просто обратно в комнату уйдет к себе и все. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Ну вот он, да, он там ходит. И надо как-то жестко наебать, чтобы туда хотя бы пройти, хоть что-то увидеть. Причем говорят на него не смотреть. Да, он сразу бросается. И все. Я на него не смотрел, допустим. Какая-то ебань вообще. Ну ладно, я пока, может быть, что-то не понимаю. Ну, если ты заходишь в комнату, там вот есть такая... Вот рядом с приборной панелью, там вроде дверь есть. По левую сторону. Он тебя опять начинает ебашить во все стороны. Допустим, я тут стоял, и он типа меня не видел. Да, и вот он все, и тут же палит. Окей, не смотрим на него. Вот так. Будем хитрить. Хитрить будем. Дверь не работает. Отстой. Когда она будет пахать. Какие-то двери открываются. Какие-то нет. О, тут подъем есть. Ну и нахрена он нужен? Короче говоря, смотришь в стенку, и он тебе сделать, по-моему, ничего не может. Главное, прям на прожектора его не глянуть. Перепрыгиваем. Я как-то просочился сквозь текстуры. И этого мудака, который мешал пройти. Вот еще одна дверь. F2. 1. Ну и все, в принципе, он больше не помешает особо. Потом только дальше. F3. Да хер там, я понял вашу механику тупорылую. Просто жопой пятишься назад, и тебя ничего не сделает вообще. Ну, конечно. Под водой Кьюри в безопасности. С командой, с теми, кто остался, все хорошо. С остальными же миром все совсем плохо. Разрушение абсолютно. На поверхности ничего нет. Да, я знаю, что он рядом. Как-то... Подо Кюри, но и эта штука не работает. Все, ну сейчас, по идее, эта пипка должна заработать. Нет? Ну нет, так нет. Значит, не сюда.
А я думал, он еще до этого. Я думал, он еще на втором этаже от меня отстал. Ну, ладно. Так, там тупик. Окей. Еще какие-то проходы есть. Че, открывайся. То в одну, то в другую сторону. Они открываются. Так, ну это уже, кстати, ближе к машинному отделению, я скажу. Все размыто видно, ни хрена. Давай, куда-то сюда, допустим, поднимемся. О! Сколько штучек. Надо их все подключать нахрен, да? Допустим. Пойдет. Так, чпок. До свидания. Сейчас тут все разломаем. Петлени фени и жукам майским. Бах. Я все сломал, Спанч Боб. Warning. Чё? Понятно. Реактор. И реакторный блок. Я на него посмотрел, походу, я не знаю. Не факт, что я делаю что-то правильно. Я не знаю, подбежал, какие-то кабели подергивал, нахрен все взорвалось. И мужик появился. Ну, в принципе, если он появился, значит, вроде как и верно. Подожди, а давай по прямой. Мы вот так вот пройдем. Чтобы что? О. Пути может быть отступление? Никак. Это специально, значит, сделано, чтобы ты сюда ломанулся от него. И ты загнал сам себя в тупик. Стой. Надо думать, как к нему уходить. Он же потом появляется. Температура устойчивая. А теперь неустойчивая, я так понимаю. Подожди-ка. Чпонь. 3 кабеля выдираешь. Ну, о. Новый проход. Почему? Уже его не было вроде. Ладно. Ну, блядь, а что там, в крюке застрял? Что происходит? Хуй знает. Он, видимо, догнал меня. 5 кабеля дергает. Бежать по-любому надо по прямой. Сцена погони, вся херня. Давай. Раз. Два. Ну, очевидно, что 4 прям не вырвать. И бежать надо в противоположку. Вот сюда. Потом вниз. И умудриться надо, чтобы тебя ящиком не завалило. О, я в прошлый раз в крюке там застрял. Идиотско. Вот сюда. Нет, тут тупик. Вот, вниз, быстрее. А, блядь. Камера колбасит, неудобно бежать. Да, капсула. Все, текаем. Ну тогда давайте отсюда. Че так долго? Мне нужно выкачать всю воду, прежде чем мы сможем отплыть. А побыстрее нельзя? Да скоро уже.
Давай быстрее, женщин. Все, отправляемся, держитесь за что-нибудь. Можно я буду держаться за этот член? Я в нем уверен больше, чем в этой капсуле. Вот потому что тут налет какие-то, ракушки. И баба на борту подозрительная. Can you steer this thing? Правый руль барахлит, но можно скомпенсировать. How do you even know what direction we're Откуда вы going? вообще знаете, куда мы движемся? Не волнуйтесь, я подключена к навигатору. Мы идем на Тету. Осталось несколько I минут. was done for back Я уж там думал, мне конец. Похоже, что Нио не дало Кюри прийти в непригодность. Как она попала на there. корабль? You talking about the black tentacles Вы in the про engine черные room? щупальца в машинном отделении? Я их видел на Эпсилоне. Что это? Это признак отказа нашего глобального искусственного интеллекта под названием Нио. Station-wide? So Глобального? we just made a powerful Так у нас engine. опасный противник? Нет, все не так. ИИ не человек, он не чувствует и не думает, как мы. Это больше похоже на опухоль. Ну вот то, что там присасывается, вот это. А ваш саботаж сработал лучше, чем ожидалось. Приготовьтесь к удару. Хуй вообще. Держитесь, взрыв столкнул вас. Что это значит? Если не попаду на дельту, нам конец. Вообще похуй. Что-то куда-то прилетели, что-то сломалось, взорвалось, так летит куда-то. Вот бесит, что камера трясется. Спасательная команда Дельты получила уведомление. Оставайтесь на своих местах. Ок. Чё? Я думал, надо подождать и оставаться на своих местах. Сейчас мы пипку свою заберем и выходим. Давай, мне ключ нужен. Да. Там у нас женщина сидит, как ждет. Девчонка, что ждет в слезах. А где-то тут выход. О. Я никогда это не открою. Почему? Заклинила нахрен, да? О, этот дроид, который мне дверь запилил, он теперь мне ее распиливает. Как запилил, так и распиливает. Да пошли. Пи-пи-пи. Пойдем быстрее куда-нибудь. Привет, малыш, не ожидал тебя снова увидеть. Ну да. Не волнуйтесь, Кэт, я найду путь на Тетту. Наверное, найду. Это мы на Дельте. Ой, да, пойдем вперед. Просто пойдем вперед. Ну так, допустим. Сигнала нет. Пип. Вот оно что. Ладно, мы потом с этим поиграем. Шизофрения, не знаю. Кто такие? Все, проходи. Хер знает, куда-то прыгал, какие-то кнопки понажимал, вроде заработал. Может быть, мне даже не сюда, но, по крайней мере, если пускают, значит, вроде как верно. Прикольно тут у вас. Симпатично. От света мои глаза болят. Он говорит, что для того, чтобы узреть спасение, эта стекловидная плоть в моем черепе не нужна. Я с радостью вырежу их. Не позволю им искажать восприятие моей божественной миссии. Ну, снова бред фанатиков. Стандартно.
Оп. Смотреть за тем, как Нил захватывает дельту, волнующее занятие. Еще полгода назад меня это беспокоило. Я бы поручил Гойе и Вану счистить эту черную кровь с машин. Теперь же ее корочка словно дополняет, я бы даже сказал, улучшает дельту. Ясно. Шагу. Понятно. Не работает. Да и все, в принципе, да, тут. Комната ради вот саспенса. Мое отражение в черной крови нашего наблюдателя шепчет мне что-то. Я должен спасти их из этого ада, дать им выспаться, закрыть их в тех же светлых снах, что видел я. Короче. Фишка в черной жиже пока. Получается так. Она роботами, наверное, и завладела. То есть сначала вот эти вот роботы были типа нормальные, а потом стали вдруг из-за этой черной жижи ненормальные. Ну, напали на людей, оставшихся. Допустим. Но вот эта вот штука, приборная панель, очень похожа на какую-то головоломку. Пока не знаю зачем, как, чего. Это скорее ржавый не открывается, возможно к лучшему. Вряд ли я теперь хочу ехать шаттлом. Ну да, после таких событий. Ой, служливый робот. Я только к двери подошел, он такой, ща, подожди, сейчас все откроем, все будет. Это. Мне куда? На лямбду, да? Не на лямбду. Я на лямбде сейчас. Ой, еще пипка вот эта, куда палец пихает. Она не рабочая. Ее надо юзать, потому что без этого. Без давления. Ой, погнали. Давай. Опа, фистинг. Вот у нас любители фистинга всякие руки запихиваются куда надо. Так. Интеллект сложный. Ну вот этот робот, дроид. Легкий универсальный помощник, управление пилотом не поддерживается, отсутствует голосовой модуль, но он способен общаться с помощью небольшого набора звуковых сигналов. Другой, среднерабочий, пилотом поддерживается. Не поддерживается. Обязательно. Ясно, понятно. Сообщение. Ты и твоя команда должны эвакуироваться на Тету 14 числа. Все уже организовано, но по прибытию вы все получите новые назначения. Тебе, конечно, придется чем-то пожертвовать. Меньше всего нам нужен еще один лидер. Пошел ты нахер, Кронштадт. Никуда я не поеду и заставить ты меня не можешь. Это не мое решение, идиот. Меня просто выбрали сказать тебе об этом. Хочешь остаться? Я могу выбить для тебя еще немного времени, если ты так хочешь побродить по этой свалке. Но твои люди должны эвакуироваться уже завтра. Мистер Аккерс. Я рад сообщить вам, что ваша команда успешно прибыла на станцию Тетта. Дайте мне знать, когда вы сами будете готовы переехать, и я отправлю за вами транспорт. С Рождеством, мистер Аккерс. Если хотите, чтобы вас перевезли на Тетту, только скажите. Так, вот это вот мне. Журнал доступа. Не то. Тысячную победу в шахматах. Ни хрена не в шахматы порезвились, мать его. Да. 1600 игр. По-моему, они единственное, что делали, они вообще ничем не занимались, только шахматы ловали. 1600 игр. Ну, конечно, смотря какая партия, но партии могут и 2 месяца идти. Если сидеть хорошенько, думать там. А можно, конечно, и по-быстрому.
Я так понимаю, что меня вот отсюда должны эвакуировать, да? В дальнейшем будущем. Мужик, ты как? Тебя кто-то сосет из тебя или всасывает, вливает, может? Да сюда куда-нибудь сходим, я не знаю. Что-то надо вот тут сделать. Пойдем туда, наверное, к роботу. Что он там катается туда-сюда? Это что? Доставка цепелины антенн. Эхо. Невозможно. Невозможно. Ничего не работает. Цепелины. Я что, должен угадывать? Мощный сигнал. Так, ну этим никак нельзя управлять. Восстановим какие-то файлы. Здравствуйте, мы уже видим Цепелин. Отлично. Извините за беспорядок. Без системы позиционирования Цепелина теряет маршруты. Волчок сказала, что мы могли исправить все на своей стороне. Но сейчас уже, наверное, не важно. Вы все пределе? Нет, только я, Гоя и Кирии. Акерс решил быть упрямым стариком. Ну ясно, до скорой встречи, Брэндон. Удачи. Питер, вы меня слышите? Я вас слышу, Терриан. То есть мистер Акерс, сэр. Я передумал, я хочу отправиться на Тету, пусть Дельта спит. Ну, конечно, если честно, я уже не ожидал вас услышать. Вы так давно не выходили на связь. Сейчас у нас есть несколько водолазов в Цепелине, они осматривают лямбду. Я прослежу, чтобы они забрали вас, когда закончат. Спасибо за предупреждение, я их отблагодарю. Хорошо, до встречи там. Стой, настройки. Аудио чуть-чуть потише. Раз нету этих... Так, чтобы просто не перекрикивать это вот, ребят всех. То громко, субтитры кричат, что-то. Так в основном каких-то жестких звуков в игре нету. Ну, точнее, ни музыки, ничего такого. В основном ты в тишине что-то шаракаришь, это зыришь, там, смотришь. Вот еще сегодня денек, да? Потею в этом костюмчике. Так понимаю, это юморист местный. Все-таки нужен отпуск. Ну да, иди отдохни. Угу. Робот летает за мной прямо и открывает двери, которые я дергаю. Что ж, замолвишь для меня словечко? Нет, это нехорошо, конечно. Я просто шучу. Чем он тут летает за мной и какие-то мысли свои высказывает? Так похуй вообще. Протиснулся. Здорово, мэн. Вы ведь видели, да? Видели, как Акерс и вводит эту хрень? Он меня сильно зацепил. Кажется, я только хуже сделал, когда вытянул. Я чувствую, как он вытекает. Вы его видите? Твою мать, он не на Цепелин сел, возвращается на Тету. Надо их предупредить. Ага, удачи. Радио на платформе не работает, вы забыли? Может, пристройка Лумар работает? Должна. Вы видите, я уже не доберусь, без шансов. Хватит, Эванс, надо их предупредить. Идем. Вот понимаю, у него башка взорвалась. Возможно. Но это говорит о том, что доктор им какую-то херню вколол. Ну вот они тут все и сбрендили. Сбрендили. Давай. Блин, все-таки мне кажется, то, что надо что-то вот с этой платформой накрутить, там вот где всякие штучки поворачивались при входе сюда. Возможно.
Только где она? О. Сигнала нет. Сразу видно, когда Астрид не на платформе. Одни мужики остаются, и мало что от этого радости. Вообще не знаю, можно же нормально себя вести даже без женщин. Ладно, я не буду читать реплики этого робота, они бесполезны вообще. Вот, тихо. Что-то задумался. Нет. Ну чё, на каком канале тебя ловить? По-моему, это надо точно знать, какой канал. Тут об этом явно не пишут. В одной из подобных капсул должна быть, я думаю, какая-то подсказка. Не знаю пока. Ну, я не думаю, что тут надо что-то за пределами этой базы делать. Тут конкретная загадка, я думаю, вот. Карты нету. То есть, соответственно, у тебя и направления даже посмотреть. Целей никаких. Просто, может быть, даже не на этой базе вообще что-то делать. Ну, вот дельта и что? О, подожди, проход еще один. Я эту дверь не заметил. Ну да. Очень классная дверь. И что? Это мне даст? Я что, типа, между лямбдой и дельтой? Или, может быть, я вообще на дельте? Мне вот это надо. Ну, 840, мощный сигнал. Может, это какие-то цифры, которые там? Да нет. Там только каналы ты переключаешь. Направьте антенну вручную. Подожди. Вот такой вот луч тоже там есть. Ну, давай попробуем, конечно, покрутить эту антенну. Где она? Постоянно теряю. Вот. Направление той штучки. И посмотреть, какие каналы. Раз, два, три. Ну, примерно вот в этом направлении. Вот так. 2, 3, 4. Там фиолетовый вот этот луч был направлен еще вот так на картинке. Примерно.
чуть выше. Связь установил. Ну. Так, теперь мы отсюда выходим. Я видел, как гуглем ходишь, он понятно, что болтает там себе. Так, ну ничего. Связь я установил. Теперь радио. Нет. Антенна. Вот. Мой сигнал. Подожди. Теперь он не отвечает. Отказ двигать. Доставка. Нет, не так. Так. Нужно, короче, поочередно подключаться к каждому из вот этих вот направлений. Да, красному сразу дернем. Здесь установлен. Допустим. Сейчас попробуем 216 помощи попросить. Рано, почему желтый не включается. Так. А мощность, кстати, сигнал одинаковый. Цепелины 216. Эхо. Она повсюду. Да что именно? Тоже отказ двигателя. Ну, давай третий тогда искать. Она говорит повсюду. Что повсюду? Кто она? Жидкость? Синяя, которая всех кошмарит. Возможно. Так, теперь надо тыкать каналы, пока желтый не загорится. Вот. Теперь на него наводим луч. И он делает связь. 0,49. Окей. Ну, пока не очень сложная головоломка такая. $0,49. Транспорт активен. Груз не задан. Ого. Все. Теперь он уже в пути. Надо торопиться. Давай подождем его. Как раз пройдет сохранение. Я не знаю, куда он приземлится, правда. Я думаю, я это замечу. Ну-ка, по локации можно его будет найти? Вот, он на месте. Его видно. Вот он. Это определенно цепелин. Все. Ну, поскакали туда. Чпоньк. Фу, успокойтесь, мы в безопасности. Очень неудобно вот так включаться и отключаться. Где мы сейчас? Дельта. Ну, вы так сказали перед крушением. А, да, конечно, это цепелин. Логичное название. Как думаете, довезет нас до Тетты?
Это грузовой транспорт. Их используют для перевозки грузов между станциями. Те, которые не влезают в шаттлы, конечно, довезет. Да что же он не работает? Давай, а управляющий чип сломан. Это же не часть меня. О, нет. Ладно, вы напомните. Пришлось разбираться в Эпсилон. Значит, знаете, как работает? Надо раздобыть новый чип и переключить его. Не укажете ли мне направление к ближайшему хранилищу управляющих чипов? Думаю, проще его взять чип из робота. Что? Стукнуть робота по голове и украсть у него чип? В ящике сказано, что там есть шоковая дубинка. Можно попробовать. Слушайте, я не хочу никого бить. Какой-то чересчур уже. Нет? Это же просто робот, Саймон. Так и мы тоже. Вроде как. Сейчас достану чип. Угу. Теперь нам дают оружие, что ли? Да ладно. Давай. Получается, выбора нет. Так, где этот сумасшедший дроид? А, ты его еще попробовал. Попробуй его еще думал найди. Ну, вот он тут как раз. Че, как стрелять? Forget it, Akers. I'm not playing with you anymore. Все, говорит, больше не играть. Wasn't boring enough. А, что происходит? Да ладно. А одноразовое, что ли, оружие? Да нет. Ай, блин, больно. Ну все, наверное. Раз огоньки потухли, сейчас он упадет где-нибудь. Ай, уже приземляйся. Все, и оружие бесполезно, да? Ну вот, надеюсь, поможет. Карточку из робота достали. Нормас. Короче, оружие одноразовое. Все, теперь чуть-чуть получше карточка. Спасибо, Саймон. Не злитесь, ладно? Нам было очень нужен чип, иначе застряли бы тут. А вы бы смогли вот так убить робота? Я тоже к ним привязываюсь. Я не чудовище, но здесь иного выхода не было. Он говорил, в смысле, он бредил, он казался искренним. Да ладно, не сожалей, чувак. Ну что ж, я уверена, все хорошо. Неужели он так отличался от нас? Я просто начинаю осознавать, ну, по-настоящему, я робот. Мы же это уже обсудили. Наверное, я это знал еще когда проснулся. Просто гасил в себе мысли, вроде как мозг не хотел. А сейчас я не думал об этом, уже трудно. Да-да, может вы переключатель переключите, чтобы мы могли дальше идти. А, да, конечно. Да, и на кнопочку. Эти вот так вот. Спасибо. Не за что. Ну мы типа полетели куда-то. Видимо, туда, на эту эту. Мне кажется, не доедем опять. Я, наверное, должен любоваться красотами, да, мыльными. Слушай, ну если этот шаттл, ну вот этот цепелин был далеко отсюда, то довольно-таки быстро он перемещается. Транспорт местный. О, кстати, тут написано даже, как мы, с какой скоростью мы приближаемся. Хорошо управились, Саймон. Мы немножко отошли от дельты, но теперь снова на маршруте. Ага. Нам надо прибыть на грузовую платформу рядом с Тетой. Потом мы зайдем внутрь, заберем Данбет и спустимся в бездну. 4000 метров. Долгий будет путь. Но волноваться не о чем. Данбет, ковчег можно пускать хоть в Марианскую впадину. Батискаф выдержит. Отлично. А потом мы можем начать слушать, когда говорят другие, потому что в этом смысл диалога. Что? О, простите, я просто все время думаю, во что мы превратились. Очевидно, что мы больше не люди.
Но как тогда я смогу осознавать себя Саймоном? Как вообще могу что-то чувствовать? Ведь фактически у меня нет ушей, нет рта, господи, я должен думать об этом жутко, а я ведь издаю звуки, что-то там говорю. Еще как. Скорее всего, ваше новое тело обладает чувствами, аналогичными тем, что были у вас. И ваш разум, которому известен лишь один способ восприятия мира, применяет эти чувства к новому облику вашему. Значит, мой разум защищается, делает вид, что все по-прежнему. Иначе вы бы, наверное, и не смогли взаимодействовать с миром. И тогда либо вы умерли от стресса, либо сошли с ума. Значит, я нашел равновесие между знанием и незнанием. Выходит, лучше об этом не думать, или мысли, наоборот, помогают? Может ли выйти так, что я вдруг что-то пойму и доведу себя? Я бы об этом не беспокоилась. А к тому у вас есть дела в реальном мире человечества спасти, вы помните? Кстати говоря, мы приближаемся к Тете. Я высуну инструмент. Опять-таки, не забудьте взять меня с собой. Кэт, пока вы тут, помните, в капсуле вы говорили про искусственный интеллект. Ну да, этот наблюдательный. Но не его виноват о том, что мы стали такими. Ненадежный ИИ. Я думаю, что он начал все он, но действует неосознанно. Саймон, опять объяснить, как мыслим машины, очень сложно. Лучше думайте про то, как на Тету попасть. До скорой встречи. Итак, собираем мы вот это дело. Оп. Давай, видение одно, махонькое, крошечное. Ты слышишь меня? Конечно, слышишь. Я хотел, чтобы ты знал, что я знаю. Ты не просто так выбрал именно меня. Медленные постукивания разрушенной дельты, а берег убаюкивает тебя, обратная волна затягивает в сон. Это невероятно красиво, и я не могу остаться в стороне. Я помогу, уложу их спать, я буду охранять их сон. Они тоже найдут свое место во вселенной Ниу. Какие-то загадочные диалоги, видимо, поясняющие за лор. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать стрим. Продолжим, я думаю, игра все-таки интересная. Чем-то пытается завлечь. Будем проходить до конца, уж что. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комменты, пишите. Всем